Привет! С вами Батырхан Тугайбаев, бизнес-аналитик издания Forbes Казахстан. Сегодня мы встречаемся с вами в рубрике Forbes Q&A специально для нашего официального канала на YouTube. И следующим нашим гостем стал Еркын Татишев, один из главных казахстанских бизнесменов последних 10 лет. Еркын Татишев является ведущим владельцем и председателем совета директоров Кусто Групп. Его бизнес очень сложный, структурированный, диверсифицированный. Его активы располагаются в Грузии, в Сингапуре, в Китае, в Канаде. И в целом можно описать Еркына как одного из ведущих и прогрессивных бизнесменов Казахстана. Кроме основной деятельности, его семья занимается социальными проектами. У него есть своя образовательная школа. И в целом нам будет сегодня очень интересно поговорить о том, как развивается его бизнес в условиях коронавируса, как его компания встречала локдаун и какие перспективы видит он в Казахстане. Расскажите, бизнес в каких странах получил наиболее оперативную и, скажем, четкую поддержку, а где, наоборот, поддержки это не хватало? Ну, это всегда зависит от возможностей страны. Да? Сингапур так активно вошел, да, сразу всем компаниям, у которых люди оказались в таком вынужденном отпуске, они за свой счет платят зарплату с капом 4500 сингапурских долларов. Но как бы они взяли на себя эти расходы по заработной плате, потому что компания не производит услуги в этот момент. Да? То есть они взяли на себя расходы там, по малому среднему бизнесу, по аренде за 2 месяца, по выплате там, аренда магазина, если кто-то сидит, или аренда офисов, да, где они работали, то есть вот по заработным платам, там, по каким-то видам налогам либо отложили, либо отменили их в этот период. И дали большие возможности получения кредитов под низкую ставку, до 10 миллионов сингапурских долларов, большие деньги, да, достаточно. Чемпион мира сейчас Германия, вот скандинавские страны по объему поддержки, США, да, кто правильно так сделал. В Израиле похожая вещь, они выпустили, также вышли на рынок и нас услышали, потому что в этот период, когда стали закрываться бизнеса, стройки продолжали активно работать. И Израиль решил не останавливать стройки, потому что очень много иностранного рабочей силы работало. Ее и вывозить нельзя, потому что больше не приедут. Да. И держать где ты ее будешь, да, если она работать не будет. То есть в этом плане они решили сразу безопасности. И, соответственно, строительная отрасль работала. И там вот тамбур работал, но нужно было, чтобы работали магазины, где все это закупается, да, то есть их называют в Израиле тамбуриот, это более 1000 магазинов. И вот мы попросили правительство, чтобы не закрывали их, и они, как бы, правительство сказало, окей, мы их закрывать не будем. При этом закрыло все другие магазины. То есть ваши магазины работали? То есть это не наши, это партнерские магазины, это сеть, да, которая относится. И там был даже такой шумели, ресторан, говорит, как тамбур Риот работает, а вот мы не работаем. Но это было зов времени, да, расстройки, они нуждаются в стройматериалах каждодневно, то есть ты же не можешь на месяц вперед купить, да. Ты каждый день приезжаешь, покупаешь там на несколько дней, поэтому, конечно, вот эти все магазины работали, и, соответственно, и мы, да, в этих объемах работали. Но вот здесь правительство слушало и поддержало малый и средний бизнес, тоже налоги отменили, перенесли, выдали кредиты такие большие. У нас в Казахстане, я так понял, по малому и среднему бизнесу, да, тоже по ряду налоговых вещей сделали послабления, увеличили программы через банки. Но вся проблема в том, что когда ты увеличиваешь программы вот, через банки, доступ все равно слабый. То есть во многих странах государство взяло через свои госгарантии, банкам сказало просто давайте кредит, и я гарантирую. А в казахском бизнесе ты идешь в банк, и у тебя все те же процедуры. Ты должен дать залог, финансовое состояние, там, как бы бизнес-план. То есть много всяких параметров. То есть много которые... ограничений, соответственно, влияние, вот это то, что вот объявили программу там, «Экономика простых вещей» там, или «Фонд Дому» усилить, да, увеличить суммы. На самом-то деле доступ был гораздо меньше, чем мог бы быть. То есть я считаю, здесь можно было снять ограничения, да, то есть взять какую-то возможности государственных гарантий. Бизнес, я думаю, бы воспринял это с благодарностью и вернул бы эти деньги. Просто надо было дать на 5 лет без процентов тенге, да, сказать, все, ребята, главное, держите, не увольняйте людей, работайте, да, как можете, мы вас поддержим. Все бы заплатили деньги, ну, все же платят налоги, и как бы государство, кто будет спорить, да, то есть, и наоборот, с благодарностью бы сделали. Я думаю, что вот этот момент Казахстану следовало бы улучшить. Ну, в России по-разному, да, там какие-то программы сработали, какие-то не сработали, то есть у них тоже, они объявили о программах по кредиты под заработную плату, но тоже оказалась там узкая программа с кучами условий, там, то есть мало доступ, по-моему, был 10% от 100%, ну, то есть если так брать. То есть те страны, которые вы изначально говорили, там просто процесс получения помощи гораздо проще. Проще, четче, они основаны на доверии. Вот это вот есть страны, у которых доверие высокое, социальный капитал высокий и отношение, соответственно, к бизнесу с доверием, да.
И, соответственно, вся система построена, что да, мы вам доверяем, ребята, поэтому берите, разберемся по ходу. У нас, к сожалению, система построена на недоверии, да, то есть регуляционная система, то есть почему вот все контрольные органы, вся система построена, все ограничения, вот эти регуляции, да, там все, не знаю, строительство ресторанов или там горной добычи, они изначально построены, чтобы как бы тебя держать по рукам, что вдруг ты сделаешь что-то не то. То есть изначально система регуляции построена, она такая, Советского Союза, по-моему, вот эта ментальность изначально на недоверии, да, вот как советский там уголовный кодекс, он изначально всех предполагает. Там карательные функции. Да, карательно, то есть да, ты изначально все преступники. Хотя принцип должен так обратный, что на самом деле мы предполагаем, что все люди хорошие, ну преступник 1, 2, 3 из 100. Все остальные люди-то честные и хотят жить честно. И также бизнес. Если ты открываешь ресторан, ты не хочешь травить людей. Ты открываешь ресторан, кормить, больше людей звать к себе, да, делать новые блюда, зарабатывать вместе с ними, быть гордостью. Да? То есть это так каждый бизнесмен, что-то он начинает делать, хоть журнал, хоть дом строить, да, хоть что-то он продает, он изначально хочет что-то сделать хорошее. И вот я считаю, что вот этот подход более правильный, и он, соответственно, тогда у нас нету налога на недоверие. Вот есть такой налог, если он в бизнесе, то есть если в команде нет хорошего доверия, культуры, да, то у вас вы платите как команда большой налог на недоверие. Поэтому все ваши процессы общения, решения будут очень сложные. Все друг другу не верят, перепроверяют, там, да, и такая обычно компания очень плохо развивается, очень медленно идет, да, там, обычно проигрывает в конкуренции. И наоборот, команды, у которых построены хорошие отношения между людьми, культура, да, консолидированные, верят друг другу, да, быстро принимают решения, не пересматривают, не переспрашивают, не перепроверяют, то обычно эти ребята, эти команды, они показывают себя хорошо. И также общество. Если в обществе будет высокий уровень доверия, социального капитала, то можно делать очень быстрые изменения, очень быстро. И, соответственно, вот эту помощь государственную, да, можно было делать более, как бы там, скажем, более щедро или более правильно, или более тонко. Потому что нету простых решений. Надо к каждой индустрии подойти. Кому-то нужно деньги дать, допустим, там, малым бизнесам, да, продержаться. Туристам, например. Да, а кому-то нужно просто там, дать реструктуризацию, или кому-то нужно изменить что-то, да, или облегчить что-то. Ну, то есть там очень есть возможность такого персонального подхода. И кризис — это время такого активного персонального подхода по индустриям. Но вот смотрите, все равно, вот раз у нас такие ограничения, раз у нас тысячи бюрократических проволочек пройдет, пока ты получишь эту помощь. И вот в этой связи, как вы думаете, все-таки наш малый и средний бизнес к концу года пробьет дно или нет? Да, будет сложно, да, конечно. То есть если крупные, там, допустим, ну так условно, да, кто в этом рынке работает, у всех есть ощущение, что там до 30%. То есть вопрос очень серьезный. То есть 20-30% бизнеса может выйти с рынка, либо уменьшиться в объемах. Ну это тотальный ущерб, 30%. Это восстанавливать это нам понадобится еще 5 лет активной работы. То есть на самом деле падать, получать травму легко, да, как в жизни. Ты упал, сломал ногу, теперь, чтобы просто ходить и бегать начать, тебе еще год нужен. А чтобы там выйти, допустим, попасть на Олимпийские игры, тебе еще надо, да, там, вернуть свою форму. Представьте, что хороший спортсмен получает травму. То есть ему, чтобы вернуться просто к здоровью, требуется там долгий период восстановления. А потом, чтобы в той форме, когда ты показывал чемпионские результаты, то тебе сколько времени нет. Так и здесь, вот то, что вот сейчас будет происходить, то оно может быть глубоким. Но я надеюсь, что правительство что-то сделает еще. Ну а вот вы бы, если бы входили в какой-нибудь штаб правительственный, который отвечает там, за новый экономический курс, за новые стимулы и там, поиск новых точек роста, что бы вы предложили для того, чтобы минимизировать вот этот вот удар в дно самое? Нужно активизировать экономический спрос, да? Нужно сделать так, чтобы предприятия не закрывались, да? То есть им нужно переждать тяжелое время. Не у всех есть накопление, не у всех есть. Это как у людей, да? Нет накопления, надо помочь сегодня. Компаниям нету, так, дать возможности реструктурироваться, да? То есть там, если долги, если это, дать возможность какие-то найти новые варианты бизнеса. И стимулировать экономический спрос с точки зрения, ну, там, самых разных форм. Правительство это может делать, да? То есть правительство единственный орган, который консолидированно может стимулировать экономический спрос. Обязательно надо сделать реформу в области регуляции, потому что много денег все равно дать не смогут. Тогда пусть дадут свободу. Больше свободы, люди начинают выкручиваться, да, бизнеса начинают. То есть, а сейчас, когда ты там, то есть на каждую справку надо еще 2 справки, на каждый проект ты должен получить 100 подписей согласований,
на каждый там выпуск ты должен получить массу документов, да, там каждых сертификатов, доказательств, там СЭСов и МЭСов, то ну, никто не сможет, да, это там по рукам, ногам вот так вот. То есть, поэтому надо очень резко, там, не знаю, на 80-90% убрать регуляции и дать возможность бизнесу найти решение самому. Вы же понимаете, что этого не случится. Ну почему? Я верю, что... Ну, 90%. Ну, на 90 не 90%. должен ходить, половину снимут, да, это уже даст большой кислород в рынке. Мы сейчас вот даже провел я встречу с министром нацэкономики по этому вопросу, по поручению премьер-министра. То есть они слышат это, правительство слышит. И они готовы. Вопрос, да, они слышат, вопрос теперь действий. То есть как это сделать, чтобы это было быстро. Ты не можешь сейчас еще 3 года рассуждать, что убрать, что как это убрать. Есть в мире хорошие механизмы, уже отработанные, как это делать за очень короткий срок. Как проводить такие реформы там, в течение 2-3 месяцев. И они отлично показали себя, надо просто взять решительность и сделать. Сейчас как раз время кризиса, это время быстрых, хороших решений. То, что ты там откладывал годами, да, по 5-10 лет ты мог там, да, что-то обсуждать, думать. Сейчас, наоборот, надо очень быстро принимать решения. Это всегда так. Это и в компаниях то же самое, да, это в личных жизнях, да, у кого-то. То есть это время, вот как в карантин, там, людям уйти в новости, в депрессию, да, в алкоголь, или, наоборот, уйти там в саморазвитие, в чтение книг, там, да, бегать по утрам или там, что можешь делать, да, быть в хорошей форме и наоборот перезагрузиться в личные, изменить личные привычки, изменить из этого день сурка выпасть. И также вот как бы и бизнесу это надо сделать каждому, да, там. Ну и я думаю, что всей стране тоже. Еркин, знаете, здесь, на мой взгляд, обратная сторона есть, когда правительство усиливает свое влияние в экономике, когда правительство посредством помощи транслирует какие-то собственные, может, политические... Кто-то может транслировать собственные политические амбиции за счет этого. В том числе мы знаем, что у нас много есть политиков-популистов, которые говорят о том, что там, нам нужна новая экономика, свободный рынок, независимые суды, но в итоге там какие-то интересы другие совершенно продвигаются. Вот вы как думаете, вот этот вот момент, когда государство усиливает, становится сильнее в вопросах экономики, рынка, это в конечном счете плохо или все-таки это хорошо? Ну вот, скажем, в момент поддержки, да, в момент работы там, по, допустим, там, вопросам здоровья, да, в момент поддержки вот такой крупной экономической, только правительство может мобилизовать ресурсы. Мы ему дали эти права, да, все вместе сказали, вот у вас все есть же в одном месте, вы это принимаете решение. Но все должно делаться через частный капитал, частные ресурсы. Мы знаем, что госорганы, госкомпании по принципам неэффективны. Это доказано, там, и это не важно, что Казахстан или это США, или это там, Мексика, или там что угодно. То есть нету эффективных государственных компаний, это доказано рынком. Последнее, что доказал, это Илон Маск, да, там, который там, победил и Боинг, и Роскосмос. Да. Никто в него не верил, он за 5 лет это сделал. То есть на самом деле частная инициатива — это самое лучшее, что может быть. Частный интерес людей, да, горящие глаза, страсть, с которой они это делают. Это нельзя там, по приказу, по телефону, да, там, что ты давай. Завтра стань предпринимателем. То есть по приказу можно что-то разбомбить, но по приказу нельзя что-нибудь создать, полюбить кого-то или придумать продукт, или там выйти да. Такого не делается по приказу, это делается по страсти. Да. А вы вообще согласны с той формулой, которую некоторые экономисты озвучивают, что для экономического роста и благополучного развития требуется всего 3 вещи? Первое — независимый суд. Второе — независимый национальный банк, и третье — свободный рынок. Вот эти 3 параметра. Ну это, конечно, это, я считаю, это очень базовая система. Да, то есть. Ну вот у нас надо доработать везде, очевидно. Однозначно, что нам суды для чего нужны? Это защита собственности, да, нахождение справедливости, да, когда трактовка законов происходит. Неважно с кем, между частниками или между частниками и государством, когда разная трактовка законов, то есть суд должен уметь принимать независимое, честное решение и быстрое притом. Не так, чтобы через 3 года, а моментально, быстро в какой-то сроке. Независимый национальный банк, он нужен для того, чтобы низкая инфляция была. Иначе высокая инфляция съедает доходы всех, да, это скрытые налоги, то есть неконтролируемый курс, там, неконтролируемая инфляция. Это вот для этого, это работа Нацбанка. То есть этим путем он стимулирует макроэкономические показатели. И третье, что у нас было? Свободный рынок. Свободный, ну да, конечно, дать возможность, да, всем честно работать, да, там, и меньше иметь регуляций. Свободный рынок что предполагает? Что открыта возможность, там, хочешь торговать, хочешь строить, да, хочешь получить доступ к этому рынку, хочешь так, то есть хочешь там продать это государству или хочешь продать это частному лицу. Чем меньше ограничений, тем, конечно, лучше. Я просто к чему клоню? У вас ваши бизнесы в разных странах располагаются, и вот в каких странах вот эти вот 3 базовых параметра наиболее четко доведены до работающего механизма? Не, ну, конечно, там развитые страны Израиль, Сингапур.
у них как бы это есть, это факт. Здесь, ну, как бы не будет спорить, у них хорошая юридическая система, да, защиты, там, судебная система защиты, у них хорошая экономическая политика, да, то есть поэтому у них очень устойчивые валюты, очень низкая инфляция и очень низкие банковские ставки. Это же тоже очень важная политика Нацбанка, да, то есть там можно финансироваться, ну, там тамбур финансируется в израильских шекелях, среднегодовая ставка 1–1,5%. Ну, это Ну, вот если бы сейчас казахским предприятиям финансироваться хотя бы там 2–3%, ну, очередь до сюда бы стояла. наверное. не только очередь, они бы делали долгосрочные инвестиции на 10 лет вперед. Они покупали бы лучшее оборудование. Не которое ты там какой-то купил, да, из-за того, что у тебя, а ты покупаешь то, что будет служить 20 лет, то, что принесет, потому что у тебя есть возможность. Поэтому израильские компании, вот когда делают проекты, они берут лучшее немецкое оборудование, лучшее там итальянское оборудование. Почему? Да, оно может быть в 2 раза дороже китайского, так оно и служить будет лучше. А почему? Потому что он имеет доступ к 10-летним деньгам под 1,5%. Ну, почему бы не работать, да? То есть вот это и есть политика Национального банка, вот правильная макроэкономическая политика страны. Когда у тебя сейчас там вот малый бизнес пойдет, сейчас банк в тенге возьмет под 18 годовых, вот мне интересно, это как вот можно строить бизнес под 18 годовых, еще зарабатывать деньги, еще... И такую доходность надо Да, показывать. это вот, я даже как крупный, вот как бы мы более крупный бизнес, и мы не берем, мы не скажем, это невозможно, мы не отработаем такие, у нас нет так возможности при всей своей там эффективности отрабатывать такие деньги. Соответственно, никто не берет, соответственно, нету активности кредитной, соответственно, инвестиционная активность низкая. Экономика Соответственно, да, ты накапливаешь деньги, вот как будет развиваться предприятие при таких ставках, да, там, или малый бизнес, средний. Он пока не накопит и своих денег не инвестирует, но ему накопить нужно 5 лет. Потом будет 5 лет копить, 5 лет он не активен. Он там как-то копит, да, там, и вот попадает под удар. А если бы он сразу мог взять и это сделать в начале хода, то за 5 лет он не только бы проявил активность, он бы еще дал добавленную стоимость. Низкий уровень регуляции, прозрачный уровень регуляции, это очень важный фактор. Тем меньше бюрократии, тем как бы активнее бизнес. То есть вот если я вспомнить опыт 90-х годов, там было все плохо, там, от бандитов до курса валюты, да, там, тенге и инфляции, но зато свобода была. То есть никто ничем тебя не регулировал там. То есть сейчас там уровень регуляции, наверное, в 100 раз больше, чем был тогда. И поэтому и многие казахские бизнесы-то и восстановились, потому что люди просто что-то делали, бегали, продавали, покупали, привозили, делали, пробовали, пытались. И это очень быстро, то есть, да, и это даже самый там ужасный кризис 90-х годов, да, и то как-то вылезли. Поэтому я думаю, не надо бояться. А в чем проблема бюрократии? Если я как бы какой-то там бюрократ сижу, начальник управления, я буду каждый день придумывать новые. Ну, это моя работа. Чтобы через вас То есть, проходило да, больше. это моя власть, это мои деньги, и это плюс как бы там, а что делать целый день? Надо же кого-то контролировать, мониторить, запрещать, да, там, проверять. Это естественная у тебя позиция такая. Если у тебя будет таких 10 человек, они будут это делать в 10 раз больше. У тебя будет 100, но они будут 100 раз делать. Но каждый же человек что-то надо делать. Ну вы как думаете, мы близимся в сторону либерализации законов? На горизонте виднеется что-то светлое? Ну, выбора нет, я думаю. То есть просто экономический рост все покажет. То есть у тебя будет падение экономического роста, у тебя нет другого выбора, я считаю, чем, допустим, Нацбанку заниматься экономикой, да, активно, да, там, и финансированием, там, и правительству, допустим, заниматься дерегулированием экономики. Иначе результаты просто будут налицо. В конце года у нас будет там минус 10, и мы еще будем очень долго выходить, и очень быстро начнет обеднение населения. Это просто на глазах появится. Это... Просто, если честно, вот вы тем более сами, как эксперт в сфере образования, тоже, потому что у вас есть свои проекты. Я вот смотрю, например, на реформы в сфере образования, смотрю на реформы в сфере здравоохранения, смотрю на то, как меняются министры. Ежегодно там пачками уходят, приходят новые лица, и нету никакой выверенной траектории долгосрочной. И как-то не верится в то, что новая экономическая реформа, например, может заработать. Ну, вопрос, я считаю, отличный. В каком плане, что именно нюанс. Если у тебя меняется каждый там короткий срок министры, неважно, это будет супер голова или это будет такой средний министр, да? Почему там всегда есть, у всех есть определенный должен быть срок для результатов. В бизнесе в среднем человек показал качественный результат, ему нужно 5 лет. Хороший SEO себя показывает в пределах 5-10 лет. То есть ему нужно дать это время, возможность, особенно если мы говорим про реформы, там, образование, здравоохранение, еще чего-то, нужно дать возможности довести все до конца, именно показать результат. Не требовать быстрых побед. Я слышал в правительстве, есть такое выражение, там министры приходят, говорят, мне нужны быстрые победы. Ну, нету быстрых побед. Это как фастфуд, да? Ну, вот, он разве хорошая еда? Тут чем будешь питаться, будешь каждый день фастфудом, здоровее станешь.
да, или fast sex, там, или fast еще что-то. Ничего хорошего нету от этого. Быстрая скорость, разобьешься на дороге. Быстрых побед нет. Есть малые победы, принцип, да, когда ты каждый день что-то делаешь, и вот это все вырастает в большую победу. Да. И есть вот большие реформы, но они требуют как минимум 5 лет. Я бы, конечно, был бы рад, если бы, допустим, в таких ключевых направлениях, как здравоохранение, образование, да, там, безопасность, чтобы люди работали 5-10 лет, но у них должен быть конкретный задача, заточенность на результат. Типа KPI. Здесь не должны, результат должны принести. Проблема в том, что ты можешь заточен быть, я вот это столкнулся в работе, да, то есть ребята все слушают, делают межведомственные комиссии, встречаются, большие совещания. И это может продолжаться годами. В принципе, все работают, все заняты, там что-то изучают, пишут, анализируют, друг другу передают, согласовывают. Создается видимость То есть, продуктивной работы. Это процесс работы. Зарплата у тебя капает, да, каждый год из бюджета, каждый премии получаешь. В принципе, что тебе торопиться? А на самом деле это не так. Нам нужен результат. Неважно, бизнес, он ориентирован на результат. Да. Объем продукции выпустить в таком-то месяце, в таком-то году. Да. Продукт должен выйти, дом должен быть достроен. На обед пришел, через 10 минут должен быть горячее, да, первое, как минимум, блюдо. Если этого не будет, ты ушел с рынка. Тебе скажут, да, клиент скажет, до свидания. Не поставил, да, салам алейкум, все, мы у тебя больше ничего покупать не будем, мы у тебя ничего, твоими услугами пользоваться не будем, да, твой журнал читать не будем, потому что если он будет приходить с новостями через 3 месяца, ну, кто это будет читать-то, зачем это надо? Но вы, зрители, все равно читаете Forbes, Казахстан. Да, нет, вот Forbes в этом плане правильно делает, поэтому его читает. И вот также реформы и вот эти изменения должны быть вовремя, они должны быть сделаны здесь и сейчас, и при этом вести к какой-то большой конечной цели. Да? Эти результаты должны быть видимы. Я вот считаю, что время сейчас вот перевести работу с процессной формой именно на результативную. Вам не важно, сколько вы совещаний собрали. Вы этот вопрос решили хоть за одно совещание, а можете без совещания решить, если министр или кто-то принял решение, умеет это сделать, и все, и результат мы видим. Это самое лучшее, то, что может быть сейчас. Рвется там, где тонко, там, где накопились проблемы. И, конечно, сейчас вот эта концепция слышащего государства, она очень хорошая. Я это подтверждаю. Государство начало слышать. Да? То есть ты звонишь, ты пишешь письма, движение есть. Не так, чтобы да, там, ты в темную стучишься в дверь, которая там как стена. Нет. Но теперь время действий, время результативных действий. То есть должны приниматься быстрые решения, и их должно быть каждый день много разных. И они должны приводить к результатам. Но если нет результата, поменяйте решение, измените человека. Да? То есть это очень быстро. То есть ты получаешь. Это тоже метод там какой-то, надо будет, конечно, будет совершать ошибки, это нормальный процесс. Чего бояться ошибок? Это ошибка, это естественный путь твоего каждодневной жизни. То есть ты делал ошибку, главное ее не повторять. Кризис — идеальный момент уйти, да, убрать все лишнее, там, вот лишние процедуры, лишние там совещания, лишние, новые стимулы, может быть, там вообще, да, лишние какие-то вот эти прослойки, все эти ботлнеки убрать, все эти узкие горла, да. Еркин, прошло уже больше 2 недель с момента нашей первой встречи, и тогда вся ситуация с карантином и с коронавирусом была более-менее. Казалось, что все нормализуется, но сейчас 1 день остался до того, как вторая волна карантина грядет. Все-таки скажите, достаточно ли были меры поддержки при первой волне карантина? И куда вообще делись эти 6 триллионов, о которых говорило государство? Здесь я не смогу ответить, да, просто потому что даже как-то не анализировал этот вопрос. Думаю, что это лучше вопросы задать Министерству финансов, да, как распределились деньги. Конечно, часть мер мы вот видим, что идет программа, да, вот там экономика простых вещей, фонд домов, вот эти вот проекты через банки. Но, конечно, сам механизм выдачи, он очень сложный. То есть, конечно, в период кризиса такого механизмы должны быть максимально упрощенные, максимально включены государственные гарантии, да, то есть чтобы у бизнеса был, неважно, ты крупный бизнес или малый бизнес, или средний, то есть у тебя должен быть доступ к элементам поддержки, как бы скажем, максимально облегченный. К сожалению, я не скажу, что это есть, поэтому считаю, что мы сейчас вступаем в новую фазу, да, карантина, уже вступаем с большим количеством, таким серьезным количеством каждый день заболеваний, у всех, у вас, у меня, да, там, да. у друзья, близкие, многие болеют. У меня знакомых много, которые... Нет, у меня да. практически это, у меня целых 10 человек только в офисе Коктюбе-Сити заболело. Прямо у кого положительно, да, у меня и водители, и помощники, то есть тоже, да, кто-то уже вылечился, кто-то еще в лечении находится. Очень много людей. Здесь вот целые офисы заболевают. Уже пандемия здесь и сейчас.
вокруг нас. Просто Да. я к чему клоню? Потому что когда мы все услышали новость про то, что государство выделяет 6 триллионов тенге на поддержку во время коронавируса, в том числе и Минздраву нашему, то думалось, что денег хватит, и мы с достоинством примем этот удар. Но в итоге мы сейчас видим в больницах загруз, дефицит лекарств, да и в целом тестов не хватает. Даже была история, что Air Astana сняла груз медицинский взамен пассажирским каким-то там чемоданом. То есть в чем тогда проблема была? Может быть, денег этих было недостаточно, как вы думаете? Вообще, на самом деле, здесь дело не в деньгах. Вот. Деньги, они важны, но это всего лишь ресурс. В мирное время, когда у тебя нет кризиса, должна быть очень качественная система управления, да? Менеджмент. Все решает всегда люди, все решают менеджеры, все решает твои системы менеджмента. Они должны быть налажены в мирное время. Когда у тебя в мирное время, спокойный бизнес, у тебя поставленные системы, правильные лидеры, правильные специалисты, компетенции на местах, то когда случается кризисная ситуация, вы просто включаете режим антикризиса. Да? То есть антикризисный менеджмент не существует отдельно от менеджмента. Да? Это часть обычного менеджмента, просто он на случай сложный. И вот я вот даже по своим компаниям вижу вот в разных странах, качественные менеджеры, грамотные в рабочее время, да, в обычное время, в мирное так назовем время, они отлично все себя проявили сразу и по сравнению с конкурентами, и в военное время. И в этом плане получается, то есть они уже не могут опередить рынок, да, то есть, допустим, весь рынок провалился на 20%, но они опережают своих конкурентов. Всегда есть такое выражение в кризис, да, то есть есть такой анекдот, помните, да, если встретим льва, что будем делать? Нет, не слышал. Есть такой анекдот, два человека, да, обсуждают вот такую ситуацию. И, ну, один говорит, что у меня классные кроссовки, я постараюсь убежать, а тоже ты. Он говорит, мне главное тебя обогнать, говорит. То есть, на самом деле, в кризис, если смотреть на бизнес, им главное обгонять конкурентов. Потому что кризис съедает тех, кто сзади идет, да, то есть там, и за счет них ты как бы успеваешь выскакивать в лучших результатах. Это так. В такой экономический кризис, где сейчас страновом, да, и все страны его переживают. Сейчас, к сожалению, так за счет не убежишь, да, я говорю просто про бизнесы, да, а вот качество госуправления, государственного управления, оно в мирное время должно быть очень хорошим, чтобы в кризисное время мы могли получать результаты. Ну, согласны с тем, То что есть оно до кризиса не было хорошим? Ну да, вот мы даже, я, честно говоря, не обращал внимания так полноценно. Я понимал, что там есть большие вопросы, да, особенно в направлениях образования, в здравоохранения, да, там целый ряд вопросов было в системе распределения ресурсов, ну, управления вот этим всем. Но вот сейчас кризис обнажил глубинную проблему, конечно, и я считаю, что, конечно, после кризиса, как-то мы должны это все пройти, теперь, ну, что делать, но после кризиса надо, ну, это все реформировать, переформатировать, потому что оказалось, что система управления не готова. У них, значит, не было это в мирное время, и, соответственно, сейчас откуда тогда не готовы? Вот у нас было и время, мы не смогли подготовиться ни по лекарствам, да, там, ни по узким местам, ни по распределению ресурсов. И я уверен, что ресурсы есть. Я уверен, что и даже то, что вы называли деньги, я уверен, что большая часть даже не потрачена. Просто оно не может просочиться, просто потому что все каналы эти перекрыты. То есть нету систем, нету решений, нету людей, которые принимают решения на местах компетентных, чтобы они успевали даже те решения, которые приняты там, чтобы оно доходило до низу, да, и правильно вся реагировала. На мой обывательский взгляд, вообще Казахстану очень долгое время везло. В том числе за счет того, что была благосклонная ситуация на рынке энергоресурсов, и мы могли нормально и задорого продавать нашу нефть, тем самым пополняя бюджет. А сейчас, как только наступил кризис, это со стороны выглядит как карточный домик, который сыпется. В этом контексте оцените от 1 до 10, как Казахстан и наше правительство все-таки отреагировало на коронавирус, как оно сейчас справляется с этим. Ну, начали мы хорошо, за здравие, да. Ну, уже мы видим, что мы очень, допустили возможность развития, да. То есть, неважно, то есть можно говорить, что это социальные привычки где-то, да, там, можно сказать, что где-то что-то не досмотрели. Вопрос узких мест. Узкие места были, оказывается, не расшиты, да. Ну вот мы поменяли министров в период... Разгар эпидемии, да. Разгар эпидемии, да. Ну, там говорят же, коней на переправе не меняют, да. То есть, здесь пришлось ждать, неважно, из-за болезни или, может, еще что-то, да. То есть, но важно, что как система оказалась, что не готовой, да, хотя говорили, что готовы, да. То есть, там, может, я помню, как Министерство здравоохранения говорило, мы полностью готовы, да, там, к этому, или там, допустим, в образовании мы говорили, да, у нас есть онлайн-технологии, да, мы перейдем, не могли перейти, да, то есть здесь тоже, получается, куча узких мест скрылась, и вот окончательную оценку, я думаю, должно в этом плане поставить общество, по факту,
То есть, да, каждый день что-то происходит, конечно, кто-то теряет здоровье, кто-то теряет близких людей. У меня самого родственники близкие умерли в Туркестане на этой неделе. И муж, и жена за одну неделю. Да, и, ну да, они были в годах, но они умерли. Они говорят, что от тмау, да, от гриппа. Но мы знаем, что это был ковид, да, то есть они умерли от ковида. И вот, к сожалению, вот эти вещи происходят. Я думаю, что по итогам этого должно быть очень серьезный разбор событий. Кто, что, почему. В плане ресурсов в Казахстане ресурсы есть. Да, и человеческие, очень грамотные, я читаю, то есть статьи, есть грамотные медики, которые очень грамотно пишут, да, что нужно делать, как нужно делать. То есть они все из частного бизнеса, да, конечно, они не присутствуют в Министерстве здравоохранения, но очень грамотно. Также есть в частном образовании, кто говорил, как надо делать. И мы сами знаем, да, там, по опыту своей школы, как это делать, как онлайн можно было сделать и использовать опыт частных структур, частного образования, как это сделать на государственном уровне. И также в экономике. Я считаю, что правительству очень важно сейчас слушать бизнес, важно слушать экспертов, слушать экономистов, слушать международных, да, экспертов. Также это касается эпидемиологии. То есть очень важно собрать платформу, на которой не так, чтобы одни и те же люди обсуждают одни и те же вопросы, да, а нужно вовлечь действительно профессионалов, действительно частный менеджмент, действительно вовлечь частную экспертизу, вовлечь международную экспертизу, чтобы мы все это обсуждали. И у нас есть масса идей, как это делать, как организовать ту же помощь малому бизнесу, среднему бизнесу, да, как Просто организовать это от голове. Касраем, как это можно сделать, чтобы это было Чем до этого честно и занимались? справедливо. Ну, это вопрос, вы знаете, куда задавать. Поэтому... Просто так можно всегда сокрушаться, мол, вот сейчас лучшее время, чтобы что-то менять, сейчас настал тот момент. Сейчас но этот идеальное момент- время все менять, да. Да, но вот вы в Фейсбуке сидите, как и я уверен, ну, по крайней Нет, в мере... Фейсбуке меня нет, да. Ну, окей, ладно. Я просто, я читаю новости. Благосферу знаете, Да, что да. там происходит. Я недавно наткнулся на пост одного экономиста казахстанского. Он писал о том, что вся эта ситуация с коронавирусом должна по его итогам, вернуться в тот контекст, что должно организоваться какое-то расследование по поводу того, как государственные деньги распределялись, как все функционировало и насколько это все было легитимно и законно. А вот вы как считаете, нужно ли такое расследование? Не, однозначно, смотрите. Окей. Даже в бизнесе или в личной жизни, даже у меня в школе 7-10-летние дети, 15-летние, они делают self-reflection, называется, саморефлексия, глубокая саморефлексия. Если ты учился там месяц, 2 чему-то, 3, ты должен потом отрефлексировать, что у меня получилось, что у меня не получилось. В бизнесе это называется lessons learned. Ты какие-то ошибки совершил, ты должен проанализировать, что ты совершил, что было хорошего, что этого, какие уроки ты извлек. Вот это называется, да, lessons learned. Ты выучил уроки. Здесь в государственном плане ничем не меняется. Мы должны по итогам кризиса обязательно сделать полное расследование, анализ ситуации, да? Где были узкие места, какие были ошибки системные совершены, какие тактические, да, там совершены, какие хорошие вещи были, которые можно взять дальше, да, какие надо просто забыть, да, и это не были неправильные решения, основанные на неправильных Но либо данных. кто должен либо... это расследование делать? Потому что я считаю, что если это инициирует государство, то оно в итоге само на себя и выйдет. Потому что главный менеджер у нас все равно президент. И президент отвечает за все, что происходит в стране. Это надо сделать с учетом общественного экспертизы. Здесь очень важно, чтобы это была такая общественная экспертиза. Честная, открытая общественная экспертиза. Не пытаться, наоборот, закрыть проблемы, да, где они были. Потому что они все равно вылезут. Вот в чем кризис показывает, и пандемия показывает. Все, что ты скрывал, все, что ты пытался сделать, он обязательно. Так кризисы же сегодня не заканчиваются. Пандемии будут еще. Мы живем в сейсмозоне. Техногенные катастрофы могут быть, сейсмокатастрофы. Готовы ли мы к ним? Готовы ли мы к ним к периоду длинных, долгих лет низких цен на энергоресурсы? Да? То есть, Эксперты говорят, до 2021 года не восстановится спрос. Да, это где-то так. Я думаю, что чтобы вернуть к цифрам 2019 года, вот, то это в лучшем случае, это 2021, я вам говорю, что это очень хорошо. То есть если это значит, что правительство сделает правильные вещи, надо стимулировать спрос, да, надо не допустить массового закрытия компании. Да. То есть вот мы сейчас находимся в ресторане, от ресторатов, что я слышу, что 30% ресторанов могут закрыться, кафе. Представьте, это какой объем рабочих мест. Это люди инвестировали, как каждого ребенка выпестовывали и вынуждены закрывать не из-за того, что они плохо работали,
Из-за того, что пришел пандемия, да, то есть они-то работали хорошо, раз они существовали. Так, понятно, надо им помочь, чтобы они не закрылись, ни одно кафе не должно закрыться, ни один ресторан. Нельзя относиться потерянное рабочее место, которое теряется, это вот как дом, который разрушится, он строится 5 лет, там год планирует, да, там год строят, потом вас делают, да. Снести его вот одним взрывом можно, да, там, одним ударом, одним землетрясением города сносятся, города строят тысячелетиями. И бизнесы, вот представьте человека, который, неважно, кафе строит, завод или это, он это годами строил, выпестовал. Это как, вот, знаете, как ребенка. Ты вот родил, 9 месяцев вынашивали, Вкладываешь в потом, него да, всё, 20 да. лет его растил, а чтобы он погиб, требуется, не знаю, один толчок. Удар ножом, толчок в спину, он упал под машину. Это вот так. То есть поэтому ценность человеческой жизни очень, очень важна. И также ценность в бизнесе, ценность каждого бизнеса, каждого маленького или большого, она очень важна. Мы должны не позволить закрыться бизнесом. Мы должны дать все возможности им, чтобы они продолжили бизнес, чтобы они не сокращали людей, чтобы они не сокращали объем операций. Мы лучше все ужмемся, но все еще будем, да, то есть как бы честные компании всегда так делают. Он говорит, ребята, у нас доходы упали там на 20%. Оптимизируем. Давайте мы лучше да. все на 20% с расходами сетимся, но я не буду отрезать там 20% тех. То есть государство же должно подходить по принципу социальной справедливости, да. То есть здесь оно не должно играть в игры, там, выживет сильнейший. Это бизнес-игры. Государство играет там, где оно выступает с точки зрения, да, центрального распределителя ресурсов, источник которых народ. Да, и он делает поддержку всего народа. А этот народ делает и бизнес, и образование, и здравоохранение. То есть очень важно поддержать и социально поддержать, как каждую отдельно взятую семью, если она пострадала. Так и Так и бизнес. каждый отдельно взятый бизнес, если он в той или иной форме оказался под ударом пандемии. Хорошо, мы разобрались с новыми, ну, скажем так, стимулами, над которыми надо нам работать, в том числе правительству, в первую очередь правительству. Но давайте поговорим о перспективах, скорее о новых точках роста или о том, где Казахстан может взлететь. Понятно, что ситуация на рынке энергоресурсов, которая была в марте, внесла толику недоверия вообще к нефтедолларам. Многие стали говорить, что не стоит теперь ориентироваться только на энергоресурсы, надо заниматься чем-то еще. Вот Казахстан чем еще может заниматься? Я вот читал про ваш проект совместный с Tyson Food по производству мяса у нас в Казахстане. Я тоже думал, что да, окей, аграрка это тоже хорошая точка роста, которая может нас кормить. А вот что еще вы видите? Я бы так не списывал нефтедоллары, да, то есть на самом деле Казахстан по размеру страны, он богат сырьем. Да? Большие страны богаты сырьем. Канада, Аргентина или США или Россия, да. Большая страна, большая территория, обычно в земле много. Над этим надо зарабатывать? Конечно, надо. Даже США, самая инновационная экономика мира, подняла добычу нефти за последние годы с 7 до 15 миллионов баррелей в сутки, и сейчас номер 1 производитель. Да, то есть обогнала Саудовскую Аравию. Это просто показатель. Да, за счет технологий, сланцевая нефть, они относятся к сырью очень... Просто для них это около 17%. Да, у них это маленький объем ВВП, конечно, то есть, поэтому я бы не оставлял сырье, просто чтобы, надо новый дух дать. Да, вот это возможности малым компаниям, средним компаниям, возможности развития. Поверьте мне, я работаю в сырьевом бизнесе, там просто гигантская бюрократия. Из 10 лет, вот Caspetral Group, вот наша нефтяная компания, вот мы считали на десятилетие, из 10 лет работы мы 4,5 года сидели в ожиданиях бумаг. То есть реально каждый второй день был нерабочий. Условно. То есть представьте, что бы мы могли сделать, если бы этого не было. Если мы все это за год получали, а там 9 лет работали. То есть это, да, мы бы уже там налогов заплатили бы, мы посчитали, на 200 миллионов долларов больше в стране принесли. Сами бы заработали больше. И эти деньги бы реинвестировали в страну, да, там, или в другие проекты, там, или в расширение, неважно. Вот это бюрократия, да, вот эта цена бюрократии. Ее прямой цену очень сложно посчитать. Но когда ты ее посчитаешь так за годы, сколько ВВП не сделано, поверь мне, это можно там, цифру можно легко получить и 10, и 20% ВВП за 5 лет, да, там, вот 2-3% умирает ВВП именно по причинам регуляции. Это такое общая мера, это экономическая есть такая оценка, да, там, от 0,5% до 1,5-2%, там, в зависимости где как, да, цена бюрократии, да, она очень большая, она не только прямая зарплаты, там, затраты или коррупция, она еще вот такая косвенное сдерживание работы. Поэтому вот сырьевое направление, оно на самом деле есть. У него есть проблемы, да, там у нефти, допустим, есть горизонт, да, уже видно, да, что 30-40 лет, когда она будет в такой суперактивной фазе,
потом, возможно, будет уже, она станет просто commodities, ну, как уголь сейчас, да. Но это не значит, что она исчезнет. Энергия нужна будет. Даже если ты на электромашине ездишь, ну, энергию-то получаешь с сети же, а эта сеть работает на чем? Ну, она работает, скорее всего, на большей мере, да, на стандартных энергоносителях, как нефти, да. То есть здесь касательно нефти, здесь можно заняться более глубокой обработкой, да? То есть... Нет, можно и поднять объемы добычи. Можно частный капитал вернуть не только нефти. У нас Казахстан богат многими формами ресурсов, которые как раз сейчас новая экономика потребляет. Да? Это все хорошо работает. Там нужно просто облегчить, дать возможность инвесторам прийти, частным, международным, да, то есть вот это в плане, да, там, разведку, то есть там, ну, снизить регулятивную, вот это очевидная вещь. Да? Агро — это тоже очевидная вещь, потому что земля большая, половина народа у нас живет в сельской местности. То есть, да, без работы, без хороших там условий рабочих, да, без хороших зарплат. И плюс вокруг у нас огромные рынки потребления. Китай, Россия, Европа, да, там, Ближний Восток. У нас хорошее геологическое положение, географическое. Современные технологии на примере США показывают, что можно делать все, даже при наших там минус 30, плюс 30, да, там, и буранах, и снегах, ничего подобного. Там, в Америке также в таких же условиях, или Канада работает, получает шикарные результаты, шикарные там и скотоводство, и растениеводство, и машиностроение, и удобрения, да, то есть у них это огромный рынок, продовольственный огромный рынок, да, они крупнейший экспортер продовольствия в мире, да. Мы можем этим быть. Однозначно, что агро — это огромная, недоработанная. Сейчас она занимает 5% ВВП, по-моему. 9-я в мире мы территория, притом это не горы, а это чистые поля. Это же еще их не надо как Амазонку вырубать. Это чисто открытые поля, где можно пасти скот, где можно выращивать, где можно много чего делать. Да, там. Но у вас серьезный план на агрокомплекс вообще в Казахстане, на развитие сельхозхозяйства? У меня лично серьезный. То есть я заточен, хочу это сделать. Знаю, что и они очень хорошо воспринимают, да, несмотря вот на эти всю пандемию, то есть мы с ними на связи. Они сказали, Казахстан в приоритете. Мы к вам придем, дайте нам вот свои проблемы решить сейчас со своими, да, вот здесь, ну, я их понимаю, да, там 150 тысяч компаний человек, каждый день что-то происходит, то есть... Ну, когда вам говорят, что вы в приоритете, это, наверное, подкупает. Да, важно. Мы сейчас занялись работой с правительством в области законодательства. Сразу нашли, что у нас законодательство требует большой гармонии. У нас нет гарантий международным инвесторам по стабильности контрактов, по стабильности налогового режима, юридического режима. Это серьезная вещь. Там, да? Например, история со стати и судом международным, мне кажется, это тоже негативная история. Да. Это все эти вещи, они приносят негатив. Мы сейчас, вот вчера я читал и новость, что вот AMD репорт, да, по конкурентоспособности экономики. Мы ушли до 42-го места, хотя были на 34-м. Это же показатель, что да, мы становимся менее конкурентоспособными. Это всегда законодательство, бюрократия, это там еще какие-то вещи, да, там коррупция, да, вопросы. И они же видят это все. Они читают те же репорты, у них есть хорошие аналитики. Это крупные компании, да, они знают эти все про их там. Ну, честно говоря, по ушам проехать, рассказать что-то, ну, не получится. То есть, да, они очень честные ребята, и они говорят, ребят, честно скажите, где проблемы. У них хорошие юристы, которые читают законодательство и говорят, слушайте, а вот здесь, смотрите, это же друг другу противоречит. Или вот смотрите, вы меня гарантируете здесь, а здесь вы можете все это изменить одним росчерком пера. И вот здесь у нас большие есть вопросы, сейчас, которые мы сейчас решаем с правительством. И надеемся, что правительство вот в этот период, да, как раз кризисный, сейчас надо это сделать. Это время хороших, жестких решений, быстрых. И чтобы дать возможности крупным игрокам заходить. В чем плюс крупных компаний в этот период? Да? Как раз крупные компании, что бы ни случилось, они находят резервы выжить и войти вперед. Тайсон после этого кризиса будет еще сильнее. Им никто не даст упасть. То есть, да, и никто не даст, и они быстро, у них и резервы, у них и доступ к капиталу, да, и у них они там кредиты им легко получить, банды выпустить, да, они разговаривают с правительством там вот так, да, по телефону каждый день. Это крупная компания, и если приходит, то она приходит там как бы почти навсегда. Ее сложно затащить. Но если она пришла, она уже не будет убегать завтра, сделав здесь систему. Она не будет, да, раз скажет, ой, я побежала. Нет, это как раз серьезный бизнес. Вот это есть сила в сложные времена сильных больших компаний, что они будут продолжать работать. Ну или вот там, как Тенгиз Шеврон сейчас. Что бы ни случилось, там, с какие заражения, он все равно продолжает свою инвестиционную работу, да, продолжает добывать нефть. Такую большую землю, как Казахстан, конечно, мы должны поднять всей страной здесь. Казахские бизнесмены, казахские там, общества наше, правительство. Ну и, конечно, если помощь будет вот таких крупных игроков, вот все вместе, это вот как раз задача нам по плечу. В это я верю, Света. Всем придется попотеть. 10 лет тяжелой работы, никто не говорил, что будет легко. Это большая работа. Ну и когда она заработает, вот это даст очень большую стабильность, потому что
рынок продовольствия один из самых стабильных с точки зрения, особенно добавленная стоимость. Вот мясо — это добавленная стоимость. Особенно в кризис. Да, там, просто если продаешь пшеницу, она, да, она сегодня 100, завтра 200, там, потом 50, не знаешь. А если это ячмень, перешедший в мясо, или кукуруза, перешедшая в мясо, или в курицу, или в говядину, или в конину, там, у нее уже цена гораздо стабильная. А если это перешло там, в колбасу вообще цена не дергается. То есть, видите, каждая добавленная стоимость рождает. Сила, вот у нас в агроиндустрии еще кумулятивный эффект. Когда ты делаешь, вот мы говорим животноводство, но на самом деле это и огромное растениеводство, потому что кормовые, да, это огромный рынок по удобрениям и работе, это огромный рынок по IT-решениям в агро, это огромный рынок по технике, которую ты используешь, машиностроение. То есть кумулятивный эффект у агроиндустрии, наверное, один из самых больших. То есть если ты делаешь большую систему, ты привлекаешь тысячи фермеров к работе. Он подталкивает другие отрасли, Логистика, получается. да, логистика, склады, там, холодильники, переработка. Там, от кожи до там, мяса, до жира или там, консервы. И неважно, да, колбасы кто-то будет делать, кто-то там, что-то сшить из этой кожи. У тебя получается весь спектр решений. И если ты запустил одну индустрию, фактически ты запустил 10 индустрий. И они все, это большой объем рабочей силы, что хорошо. То есть они большой объем труждаются в людях. Да? В этом плане это, как бы у них техника и там, автоматизация не развивалась, все равно требуются люди. В других индустриях очень идет сильный процесс автоматизации, оптимизации, и, к сожалению, все меньше и меньше необходимость в человеческом, да, а все равно же, да, то есть людям надо работать, иметь возможность, да, получать заработную плату качественно, иметь качественное рабочее место, это очень важно. Я заметил такую вещь, и в том числе и у вас. Бизнесмены в Казахстане очень, крупные, очень стесняются, когда о них говорят, что вот они богатые, состоятельные, у них много миллионов. Почему, как вы думаете? Почему такой комплекс? Я не слышал от Безоса, чтобы он говорил: нет, я не миллиардер, нет, на самом деле у меня нет денег на счету, нет. Только в Казахстане я замечаю, что наши бизнесмены немного этого стесняются, или я ошибаюсь? Нет, здесь нет такой, это не ложная стеснительность, вообще культура, я себя чувствую казахом, да, то есть, и не чувствую, я и есть казах, но и вот могу поступать только из казахской традиции. По казахской традиции выпячивать богатство, говорить о нем, рассказывать, что у тебя там, не знаю, тысячные стада, там, это вообще очень плохой тон. Это очень некрасиво так. И когда казахское слово «бай», это очень хорошее слово. В советское время его сделали нарицательно-отрицательным. Там байские замашки, там бай, да, там как-то там. А на самом деле бай казахи называли того казаха, который своим трудом, да, вот он, это имя, которое тебя называют, там тебя зовут Сакен Бай, ты заслуживаешь это имя как предприниматель, как меценат, как человек, который помогает всему роду выживать, да, то есть у него легкая рука, он такой обладает предпринимательскими навыками, вот у него скот множится, да, очень хорошо, он еще какие-то дела делает. Даже казахские тои исторические, это вообще механизм социального распределения помощи. Когда, допустим, более бедные родственники делают той, у богатых родственников это повод принести им, разделить богатство. Потому что если ты напрямую предложишь помощь, это как оскорбление, да, то есть люди, с гордостью личной, они скажут, что я не беру подачки. А вот когда ты через той, то это честное распределение было исторически. То есть и этого человека называли Баем. Знаете, не было бы Абая, если бы не было отца Кунанбая. Был Кунанбай, он реально по своему времени, это огромная личность, такая степной герой, да, Батыр. То есть его сделали чуть-чуть отрицательным героем там, в советское время, но на самом деле это неправда. То есть это был сильный, настоящий отец, и он родил Абая. И он родил достойного сына, да, воспитал его, и Абай стал нашей гордостью, да, вот на весь мир. Да. Американская традиция это наоборот, ты же self-made, ты должен об этом говорить, больше нулей, ты, да. Казахская традиция, она чуть другая. Может, тогда бы и люди хотели стремиться к этому так же, как в Америке. То есть если там выходит Белфорд или какой-нибудь инвестор и говорит: я сколотил свое состояние, я богат, и это все благодаря, и люди смотрят на него, и вау, он богатый, я хочу быть таким, как он. Не, здесь и для американской культуры это отлично работает. Казахская культура чуть-чуть другая культура. В казахской культуре этим хвастаться, вот там, да, вот своим домом, там, или это, считается вообще это. То есть вы почитайте казахские пословицы, нету такого, что ты там стадами или домами или чем-то. Нет, всегда речь идет только
Да, это яд, так говорить, всегда речь идет только о моральных ценностях. Ты должен превозносить моральные ценности человека, чистоту, его честность, его честь, его доброту. Казахская культура наша, да, степная, она нематериальна с точки зрения, она относилась очень философски. Видите, сегодня скот, завтра джут прошел, ты можешь обеднеть. Завтра война придет, ты можешь потерять, да, там враги придут. Поэтому наши к материальному относились очень спокойно. И наоборот, к духовным качествам, которые являются нематериальными и могут существовать вечно, казахи относились очень трепетно, да. И это самое главное было. И это, я еще надеюсь, все еще живет. Я думаю, что и это является причиной, во всяком случае, для меня. Мне неудобно говорить о таких вот вещах, которые вы говорите. Это просто даже как-то мне некрасиво, да. Я вырос в 4-комнатной квартире, я сын врача и учителя. То есть, да, я ощущаю себя простым казахом. Да, у меня что-то получилось, да, что-то есть, но это не есть ту вещь, которую ты должен кичиться или рассказывать. Это, наоборот, больше ответственность. Ты должен больше помогать, больше делать, больше развивать. В основе казахской культуры это скромность, это этические качества твои личные. Я считаю, что это вот есть самое главное наше богатство. Если это не потеряем, то байлык келет. И байлык, казахское слово, когда мы говорим, байлык, оно вообще обозначает на самом деле здоровье, благополучие. Да, и здоровье, и благополучие, и твое ментальное состояние, здоровье твоих близких. Это обозначает очень широкую нематериальную часть. А не так, что просто слово богатство ориентируется просто с физическими, да, там. А вот так, Еркин, если рассуждать, если посмотреть на себя, когда вам было лет 19, 18, 20, деньги вас сильно поменяли? Именно человеческие качества у вас? Ну, такой вопрос, конечно, не ко мне, наверное, да? То есть, по-любому окружение ваше это чувствует, и вы можете сами транслировать их мысли какие-то и слова, которые он говорит. Я надеюсь, что нет, конечно. То есть, что ты не изменяешь своим ценностям, да, ты не изменяешь. Вопрос, конечно, как тебя воспринимают, это второй вопрос, да, там, потому что не все могут понимать, то есть часто судят либо рано, либо непонятно, либо да, там, с разных углов, не видя всей картины в целом. То есть я поэтому говорю, что я ощущаюсь казахом такой от народа, да, я говорю, как сын врача и сын учителя, это такое своеобразное у меня было всегда и в городе такое было состояние, да, что ты должен быть на уровне. Конечно, деньги это очень большое, скажем, испытание для человека в жизни. Но судя вот сейчас, вот я смотрю на своих детей, я смотрю на маму, это вокруг, и раз мама меня за это не ругает, то есть и папа вот ушедший у меня тоже, как бы всю жизнь мы жили вместе, то есть они бы не позволили мне. Но они бы сказали, что вы заигрались, там нет, что-нибудь такое. Им было бы стыдно за меня, то есть так что в этом плане я старался выдержать яд, да, чтобы моим родителям не было стыдно за меня. Так что я надеюсь, что этого нет, конечно. Это самое сложное испытание, деньги, там, трубы, да, все это, шум, там, современный. Видите, чем мы отличаемся, допустим, то есть разность культур. Сейчас современная культура говорит о том, что ты все время должен говорить о себе, кричать, там, писать, да. В Америке стал известным, стал богатым. Даже если ты скандально известен, даже если это негативная известность, да, то есть это не важно. То есть, в общем, это трэш-токи, да, вот эти все. Это чуть-чуть опять противоречит исторической казахской культуре. В казахской культуре известными становились, когда народ признает тебя за твои заслуги известным. Казахская есть пословица «Улук полсан, кышик пол» деген. Улук это, да, как величие, там, больше становишься, тем ниже ты должен быть, тем проще себя вести, тем. Это здесь такая казахи всегда так говорили. В силу профессиональных обязанностей мне приходится общаться с бизнесменами, в том числе управляющими крупных компаний. Вот я заметил, что в любом подобном бизнесе есть момент, когда наступает переломный момент, скажем. Тогда, когда вы уже начинаете понимать, да, нам надо разворачиваться, да, нам надо расширяться, да, нам надо увеличить мощности наших производств. Вот когда этот момент наступил для вас? Ну, когда мы обрели внутреннюю самостоятельность, как самостоятельный бизнес, это вот в начале 2000-х, с 2002 года полностью мы самостоятельны, я и вся команда, поэтому, в принципе, с этого времени у нас бурный рост и пошел. А дальше это же вопрос цикла, да, там есть цикл активных позиций, есть циклы, когда есть охлаждение, то есть спад деловой. То есть, в принципе, мы работаем и в холодные времена года, и в горячие времена года, и, конечно, где-то растем, опережая рынок. То есть все время, если ты, в принципе, в активной позиции, ты будешь его всегда немного опережать. То есть в хорошие времена может быть сильно, в худшие времена у тебя меньше спад, чем у остальных. То есть в этом плане как бы разная позиция. Ну, я могу сказать, что перелом наступает всегда самостоятельностью, когда ты стал сам себе
головой, и самостоятельно мы все стали принимать решения. В принципе, я считаю, что это такой некий переломный момент для нас. И плюс, когда мы устоялись уже в странах присутствия. То есть, когда там офисы, на все требуется время. То есть, обычно 5-10 лет каждая страна, ты должен научиться работать в этой стране, ты должен там обрастись с хорошими связями, друзьями, партнерами. И твой бизнес должен набрать уровень компетенций, знаний, команда должна сложиться. И если когда это происходит, то есть обычно это точка роста. Любая точка роста в бизнесе, я даже думаю, здесь почти не в зависимости от цикла, необходимо это хороший объем, чтобы команда сложилась, притерлась и как бы, да, стала единым целым. И второй элемент, чтобы эта команда набрала компетенции. Когда вот эти две вещи подходят, то обычно с этого момента начинается только то, что мы называем качественный рост. Может быть, рост с учетом рынка, да, то есть все бумит, и как бы и у тебя проекты идут, бумят, да, но это я не буду считать таким, то, что мы называем ростом, потому что, как говорят, что большая волна поднимает все корабли, и дырявые тоже, да, то есть, а вот когда волна уходит, вот этот качественный рост, он очень важен в сложные времена, а он зависит от качества команды и качества компетенций, которые ты выработал. То есть, и, соответственно, если это у тебя есть, в принципе, все остальное уже такой вопрос. А вот как вы думаете, вот этот вот качественный рост, о котором вы говорите, на него влияет то, что вы снижаете страновые риски за счет того, что у вас ваши проекты размещены по всему миру, можно Да, у нас это получилось не то, чтобы мы там специально планировали, да, как-то это натурально, естественным путем. Я начинал работать вот на экспериментированном горном комбинате. Мы очень много ездили по странам, по потребителям, да, вокруг стран, то есть очень много получилось хороших личных связей, дружеских у всех. И в этом плане мы стали видеть другие страны и их возможности. И когда сравнивали Казахстан, другую страну, то, конечно, иногда выбирали там, вот, можно и здесь сделать, да, в принципе, когда рынок находился на разных. Где-то у нас зрелый рынок, а там, допустим, только начинался. И ты используешь, скажем, знания из зрелого рынка там, где только все начинается. И в этом плане это у нас как-то натурально получилось. А сейчас это называется разделение страновых рисков. Я не знал это в те годы, поверьте. 20 лет назад никто не думает о разделении страновых или других отраслевых рисков. Ты работаешь, потому что тебе интересно. Но аналитики говорили ваши что-то? Давайте в Грузию. Такого не было. Нет, такого не было. Конечно, это да. Мы все решения принимали, не то, чтобы там сидели аналитики и нам стратегии выписывали. На самом деле стратегии писали мы сами, что-то анализировали вместе, совместно садились. Конечно, у нас есть и аналитические группы, но в целом это такой вопрос был. Вначале это был такой подход, когда была возможность, ты двигаешься. Потом ты, конечно, смотришь в свои компетенции и двигаешься вокруг своих компетенций. Что у тебя хорошо получается. У нас была масса ошибок, кучу денег ты теряешь, потому что ты инвестируешь или делаешь не те вещи, которые ты умеешь. И ты как бы этим путем учишься. То вот это у тебя получается, будем продолжать это делать, это не получается. И видим, что, наверное, у нас нет людей, либо у нас, скажем, мы не предрасположены. То есть еще надо, чтобы ты был психологически предрасположен к разному виду бизнеса. То есть как-то это должно тебя лично трогать. А операционные функции насколько тяжело выполнять, не находясь в определенном месте, когда требуется? Ну, у нас автономная группа. У нас группа не вертикальная и иерархичная, у нас группа горизонтальная, поэтому у каждой группы есть своя команда, есть свой такой совет директоров рабочий, да, то есть функциональный. И они на регулярной основе самостоятельно, то есть задача, то есть на уровне, допустим, большой группы, это мы смотрим только стратегические планы, мы смотрим их квартально, полугодовую реализацию, имплементацию, мы смотрим за культурой, какие люди, за командой, как мы работаем, за коммуникациями внутренними и распределение ресурсов. Но каждодневная операционная деятельность — это работа каждого SEO направления, его команды. Они вполне самостоятельные, умные, сильные ребята. То есть не надо каждый день звонить, делай то, делай все. Ну, иначе ты не сделаешь бизнес. Честно говоря, даже и в Казахстане. Допустим, я работал в Казахстане, в разных регионах, да, или даже в Алмате, в разных местах. Невозможно вести. Ну, как бы, это так не бывает. Если ты хочешь качественно расти сам, если ты хочешь, чтобы у тебя было время, в том числе на собственное развитие, если ты хочешь, чтобы команда росла, должен быть высокий уровень автономности. Это лично мое видение. В том числе это как дети растут. Приходит время, им надо дать свободу. Иначе он всю жизнь останется там маменьким или папеньким сынком или дочкой. А надо, чтобы он стал самостоятельным сыном и дочерью. От этого он хуже не станет, но он станет самостоятельным человеком, который будет строить свою семью, свою жизнь. И также каждая компания должна стать самостоятельным игроком в своей отрасли.
Мы это называем там стать чемпионом. Мы стараемся, чтобы компании в своих отраслях становились такими мини-чемпионами. Да, неважно, это региональный рынок, это страна или это может быть А отрасль. что сейчас можете выделить? Кто вот уже близок к тому, чтобы стать чемпионом? Все на разных уровнях. Есть как бы устоявшиеся чемпионы по 10-15 лет, даже в мировом масштабе. А есть как бы региональные чемпионы. Да? Есть опыт у нас реструктуризации компании, ну, допустим, Израиль. Да? Это была компания историческая такая, с чемпионскими навыками, скиллсами, хорошим маркетингом. Там именем. лакокрасочная, Да, да? да, тамбур. Но это ошибка считать, это большой бизнес, в котором есть, это бизнес строительных материалов. Там есть сухие строительные смеси, там есть гипсокартон, там есть все виды формы красок, там есть промышленное покрытие. То есть это такой широкий То холдинг. есть и какую-то долю рынка, То есть, соответственно, имеет. да, да, это лидер рынка на сегодняшний день, там 40% он держит, да, там своих в разных номинациях, 40, 50, 60, вот так, в пределах этих цифр. Но он был в плохом состоянии, да, потому что 5 лет назад им владели компанией, которая не специализируется на производстве. Она была очень успешна, но компания в области недвижимости. И это разные, вот то, что я говорю, умения. И это опыт нашей команды, поэтому такие вещи мы быстро понимаем. И, в принципе, для нас они комфортны. И на сегодняшний день вот Тамбур, он как бы улучшил свои позиции, там, прибыльность. Сейчас, несмотря на кризис, строит новый большой завод сухих строительных смесей, номер 1 в Израиле. Не без трудностей, там, потому что ездить нельзя, там, какие-то специалисты не могут приехать, подрядчики там и немцы, и финны. То есть там есть свои проблемы, но в целом они продолжают работать. То есть к концу года, в декабре, он должен быть запущен. Сейчас уже там вовсю большая работа идет. Но здесь вот важно вот этот дух, то есть каждая компания нацелена на то, чтобы в своей отрасли, в своих компетенциях, не обязательно это доля рынка всегда. Понятие чемпионский дух, это он чуть-чуть не обязательно, только ты должен быть самый большой или номер 1 по прибыли, или номер 1 по объему. Хотя эти не исключаются вещи. Иногда это вопрос качества, иногда это вопрос подхода. Да, там. Когда вот во Вьетнаме у нас вот большой проект Diamond Island мы заканчивали, вот, там много проектов, страна огромная, да, 100 миллионов, там, Ханой 15 миллионов, как да, весь Казахстан, там много проектов строится, да, то есть ты не можешь охватывать большие доли рынка, это по капиталу, по реальному, невозможно, да, то есть это работа там сотни компаний. Но они выиграли, допустим, позицию как одни из лучших девелоперов и как один из лучших проектов по ряду критериев. И это тоже показатель. То есть мы говорим, о, молодцы, вот это вот то, что мы и хотели. Да? То есть когда ты вот пытаешься вот быть таким чемпионом внутри, в хорошем смысле, то, что ты делаешь там, от маркетинга, от офиса, люди, какие ты подбираешь, все начинает меняться в эту сторону. То есть все становится на качество, уровень другой. То есть для нас прибыль не является критерием, по которому ты говоришь, это для тебя как ограничитель. Да? О, вы уменьшаете прибыль, вы хотите инвестировать, да? То есть нельзя. Нет, мы наоборот говорим, нет, ребята, окей, мы потерпим, да. То есть если это приведет к улучшению процессов, к улучшению команды, к улучшению продукта или там проектов, или к новому будущему компании, да, то есть поэтому в этом плане мы так это приветствуем. Самое важное держать себя в хорошей форме, с понятной стратегией, с твердым духом, то обычно, несмотря вот как раз сейчас времена же пришли как раз, то, что в мире называлось VUCA. VUCA, если для зрителей, кто не знает, это произошло от 4 слов на английском. Первое V — volatility. Volatility — это значит высокий уровень изменений, волатильность. U — это uncertainty, то есть высокий уровень неопределенности. Да. C — это было complexity, то есть высокий уровень сложности происходит. И A — это ambiguity, это неоднозначность. Вот неоднозначность. То есть вот сейчас что показывает пандемия? То есть абсолютная неопределенность, да, то есть как завтра работать, там, карантин, не карантин, Да. дорога, не дорога, заражение, не заражение, да, вот это все. И это везде. Высокий уровень сложности, потому что пошли торговые войны, выборы в разных странах, там Трамп, США, Китай, там, не знаю, да, то есть масса вещей начала сдвигаться, да, там, Индия, Китай началось там на границе какое-то столкновение. Видите? То есть Да. на самом деле комплексно очень сложный стал рынок, то есть высокий уровень неоднозначности, нету одной правды. Есть даже такое выражение, постправда появилась, да, там фейк-ньюс. То есть высокий уровень на самом деле появился неоднозначности. Новые риски. Да, и непонятно, это не то, чтобы риски, ты даже не знаешь, это риск или не риск, это возможность. И волатильность высокая, да, в один день все оптимистичны, все растет, потом Потом бамс, красный да, рынок, неделя да. может пройти, и все получили пессимизм. И это и рынки, включая ценные бумаги, это поведение политическое и поведение экономических агентов, да, то есть у людей. И вот это вот такой сейчас вот классическая VUCA time. И в это время, там, честно говоря, там понятно, что долгосрочные планы, вот такие четкие, они, наверное, маловозможны, малореальны. Но у тебя должно быть видение,
куда ты идешь. Траектория, да? Да, как минимум ты понимаешь, куда идешь, кто твой клиент, какие продукты, в каком рынке. Вот очень четкое, да, самого понять, кто ты такой, да, как компания, какие у тебя преимущества, есть сильные, слабые стороны. Ну а дальше этот вопрос уже тактических действий. То есть очень важно понимать, где ты, когда, здесь и сейчас, да, как компания, где твои ресурсы, где ты, что происходит, чтобы ты умел маневрировать в этой сложной ситуации. И вот здесь, конечно, чем вот это как человек на войне, допустим, если он хорошо был подготовлен, он физически сильный, да, там ноги, руки, тело, как спецназовец, да, он обучен думать в состоянии под минометным огнем, но он сидит, думает, да, что же делать следующим шагом. Он обучен работать в команде, то вот эти вот как бы качества бизнеса, они наоборот вот сейчас как бы будут играть роль, выходить на первую роль. То есть быстрая коммуникация, умение, вот здесь очень помогает автономность. То есть как на войне ты не можешь приказывать, да, из штаба, кому что делать где. Каждый батальон, каждая дивизия или каждая там отдельно взятая там группа, они должны уметь самостоятельно определять уровень своих рисков, уровень своих возможностей и уметь определять, как, где противник и что делать. И уметь двигаться. То есть на войне один из главных правил, как и в жизни, то есть движение жизни. То есть если ты будешь двигаться, если ты будешь думать и будешь маневрировать, то в принципе вероятность того, что ты будешь успешен, высока. Да? Это можно учиться было у нашего предка Бауыржана Момышұлы, да, гордость казахского народа, который вот доказал, что даже под давлением огромных сил, почему его теория там популярная, да, среди военных, но на самом деле она и подходит и в бизнесе, и в жизни. Как малыми силами противостоять такой машине, как немецкая машина. То есть да, для вас бизнес пришла. это поле боя своеобразно? На самом деле экономика вот, для всех бизнесменов, это вот, можно это назвать полем боя, да, в хорошем смысле слова. Да, здесь смертей не происходит прямых, да, здесь потери все экономического характера, Дефолт, морального, эмоционального, продуктового, да, но каждый день компании появляются и исчезают. Каждый день что-то происходит, да, каждый день происходит конкуренция. Можно это назвать военным полем, можно назвать спортивным, да, в спорте то же самое. Но в спорте, видите, год закончился, как бы начался Новый год, да, там кто-то попал в вторую лигу, кто-то в третью, где-то деньги перераспределились. Да, в бизнесе такого нет цикла, то есть там постоянно ты должен быть на волне, то есть потому что каждый день что-то поджидает, растут хорошие конкуренты, растут новые компании, приходят молодые ребята или девчонки, новые технологии появляются, продукты заменяют друг друга, меняется клиентское предпочтение, да, то есть сегодня любили одно, завтра это не модно или это вредно. Ну, как бы, да, там, или это они считают не экологично. То есть масса вещей происходит. И поэтому в этом плане я считаю, что аналогия с войной это наиболее для нас понятная. А если поговорить о нестабильности, вот если резюмировать, Еркін, ваша компания, она строго структурирована, она располагается по всему миру, операционные решения принимаются самостоятельно, под группами, да, скажем так. И вот в таких условиях, как ваши бизнесы по всему миру встречали коронавирус? Как реагировали и вообще в чем были основные трудности? Потому что ситуация очень уникальна. Не, ну трудность у всех одинаковая. У всех упал спрос. Люди перестали двигаться, люди перестали встречаться, люди перестали заказывать какие-то продукты. Сейчас проблема всех экономик — это возрождение экономического спроса. У нас есть компании, которые вот были месяц, там, допустим, наверное, это был больше апрель, такой самый глубокий месяц в Казахстане, там март в каких-то других странах, да. Май уже полегче было везде. И вот март-апрель, то есть были месяцы, ряды бизнеса упали там в 2 раза, да, 45% спроса. Ну, это с какого? От того, что планы, вот мы говорим, если сравнивать, то есть зато я посмотрел на вопросы, и мы сравнили просто этот год к 2019. Мы не стали сравнивать этот год к нашему плану. Ребята просто взяли с прошлого года цифры. Но если мы посмотрели за 5 месяцев результаты, то большая часть бизнеса показала даже рост. Но потому что, наверное, просто мы потеряли часть роста. Мы и так планировали вырасти по ряду направлений. То есть это связано с fast recovery, то есть своеобразным ростом, который сейчас наблюдается? Скажем, я ожидал худшего. То есть мы ожидали, что то есть мы могли все лето просидеть в такой, да, тяжелой ситуации. Но я понимаю, что все экономики и все правительства оказались под давлением. Ты не можешь позволить себе держать людей, спрос на низком уровне. И так уже мы потеряли, там, скажем, 1,5-2 месяца многие страны. А это в годовом исчислении 10, там, от 5 до 15% ВВП. Ну, огромные деньги. То есть даже для Казахстана там, 10% это 15 миллиардов долларов продукции, которая не выпущена и не потреблена. И она резко как бы общее объединение производит, потому что в ней сидят затраты, зарплаты, люди, энергоресурсы. В ней сидит какая-то добавленная стоимость, которая не родилась.
В ней сидят налоги, которые не были выплачены, и не из чего их платить. Такая логика экономических сделок, она приводит к тому, что все мы друг другу, если мы не торгуем и не друг другу не продаем услуги, сервис, интервью такое, да, то мы стоим. Сидим дома, и все теряют. Все беднеет страна, беднеют компании, беднеют люди, в конце концов. Активно это происходит не сразу, но понятно, что компании, у которых есть резервы на такие тяжелые дни, они могут. Страны, у которых есть резервы и возможности, они могут пройти это более безболезненно. И люди, у которых есть там резервы какие-то, сейвингсы, да, то есть сбережения, они тоже могут проходить такие времена, такие, да, затишья, такого тяжелого. Первый раз, честно говоря, вот мне 44 года, вот за мою жизнь, да, такую. Я видел разные кризисы. 90-е годы очень тяжелейший кризис, да, был коллапс Советского Союза. По-моему, там экономики упали до 30-40% вот за период, да, вот 90-х годов. Но он был понятен из-за чего, потому что идеологически. Там как бы спрос был, люди ездили, просто все было плохо, потому что все в один день сломалось. Да. А сейчас как бы весь мир. И это было только здесь. Там Америка бумила, там Европа бумила, или Азия начинала бумить, да. А здесь весь мир как бы раз и присел в один момент. Такой интересный феномен. И вот сейчас вот все стараются, экономики активно, там западные страны делают более агрессивную политику, вкладывают очень много денег. Страны, которые победнее или там только развиваются, да, то есть они стараются, что могут, скажем, в рамках своего кошелька. За 5 месяцев поэтому многие бизнесы показали неплохие результаты. Из таких минусов вот у Тамбура есть дочернее предприятие Зетаги в Италии. Вот они за 5 месяцев минус 20%, допустим, объем продукции к 2019 году. Но потому это что Италия была драматично. Да, это не драматично. Италия была долго под локдауном. У нас же итальянцы кейс такой наиболее такой был тяжелый одно время. Они почти, по-моему, чуть не 3 месяца, да, в таких жестких сидели. Завод почти больше 1,5 месяца стоял, да, то есть. Но он показал минус 20. Вот из таких, то есть у нас все, кто минус показали, это между минус 9% год к году до 20%. Целый ряд компаний показали, наоборот, плюсы. Даже нефтяная компания, то есть я сам был удивлен, у нее плюс 1%. Те цены, которые упали, возместились объемами. На этот год у нас просто был запланирован рост в объемах больше, чем в прошлом году. То есть это был такой, просто мы молодая компания и находимся, то, что называется, мы выходим на пик добычи. И просто из-за этого там объем скомпенсировал цену. Но, конечно, все равно цена была некомфортная для нефтяной отрасли в силу этого. И плюс, конечно, везде вот был вопрос про девальвацию. В ряде стран, где мы работаем, так или иначе была девальвация. Вот Казахстан, Россия до 30% единовременно. Потом отыграла. Сейчас где-то минус 10-15% там. Вьетнам в этом плане показал большую стабильность. В Грузии упало там 10%. Израиль очень стабильный, да, очень стабильная страна. Там шекель, наоборот, даже укрепился. Но в этом плане мы как-то вышли из 90-х годов. Все равно вот хорошо, что я это по молодости захватил. И вот пережил сложные годы. В нас есть какой-то вот этот ген, мы так драматично все не воспринимаем. Для нас это, в принципе, сложный, пришло время сложное, там, похолодание пришло, дождь, град, да, надо потерпеть, одеться, выжить и идти дальше. Вот в прошлом интервью в рамках нашей рубрики Тимур Турлов сказал, что этот кризис влияет так. Те, кто до этого был сильный, станет в разы сильнее. Те, кто до этого имел неустойчивую финансовую модель, или какие-то трудности при производстве, что-то еще, те станут еще слабее, чем были. Вот вы как думаете, вы будете еще сильнее, чем были после этого? Вообще все кризисы делают одно и то же. Чемпионы обычно становятся лучше, а все, кто был в зоне, в нижней зоне, они обычно либо банкротятся, либо поглощаются, либо уходят с рынка. Это просто принцип любого кризиса, это не то, что пандемия что-то сделала другое, да, то есть как Просто этот кризис разрывает некоторые цепочки, торговые цепочки, например, из-за локдауна, из-за того, что страны закрылись. И вот интересно просто... Просто кризис сейчас только начался, чтобы просто знали, очень рано что-то говорить. Мне попросили оценить, вот у меня был такой вопрос про убытки, да, про ситуацию в этом году. Сейчас только полгода прошло. Да, эти последние 3 месяца для нас, как у всех, как будто год, да, 2020 год, у меня такое ощущение, он не кончается. Да? Вроде недавно начался, а он идет, такой, да, то есть нам дарит всякие новости и у всех. Потому что каждый день слишком много событий, все же драматизирует медиа, да. А на самом деле все вот только 5-й месяц, да, вот сейчас 6-й будет этот вот только полугодие. И вот сегодня в Алмате или в Казахстане у нас 1000 случаев в день, да. И это то, что пропускают через тесты.
Я думаю, что может быть столько же, если не больше, не тестируем. Ну, то есть, да, масса людей не может просто попасть там в очереди, 100%. болеют дома, да, там тихо сидят, денег нет делать тесты, да. И так во многих странах, да, ситуация разная. Я скажу, что кризис, мы сейчас только в таком зарождающемся, он будет длиться весь 20-й, получается, 21 год. И поэтому результаты говорить рано. Вот сейчас просто говорить рано. Конечно, будут потери. Мы не ожидаем таких убытков, мы больше ожидаем, что мы недополучим, да, то, что мы хотели в росте, в каких-то прибылях. То есть, но это тоже убытки, на самом деле, все, что ты... Потому что это не оправдание твоих прежних инвестиций. Ты ожидал заработать, ты ожидал вернуть часть, ты ожидал выплатить какие-то долги, которые ты брал на инвестиции. А раз у тебя как бы все это растягивается в следующие годы. Но в любом случае, да, будет очень серьезное разделение. Ребята у нас крепкие, да, продукты у нас, компании крепкие. Ну, надеемся, верим, что пробьемся, станем лучше. Я бы сказал, относиться к кризису не совсем так, что слабые должны умереть, да, там, сильные выжить. Это чуть-чуть вот этот подход, он, я думаю, устарел с какой-то стечи зрения именно в рамках этого кризиса. Потому что у этого кризиса есть искусственная форма. Именно болезнь пришла, и она что-то остановила, и где-то технически, где-то людей, где-то там вот связи, да. И это как компания, ты не мог этого предугадать, даже в самом там, в жестком там риск-менеджменте нету таких. Поэтому вот сейчас говорить, что я бы считал, что в этой ситуации я всегда это и озвучивал уже даже Арману Байтасову, да, вот в интервью, и вот Форбсу, что когда правительство сейчас организовывает пакеты экономической помощи, они должны поддерживать всех. Не должно быть того, чтобы, да, там, сказать, вы что-то сами слабые, умрите. Это вертолетная раздача денег, да? Ну, не вертолетная, нет. Это вот, нету в мире вертолетных раздач денег. Я не знаю, само слово неправильно. Это слово пришло, там, одни экономисты говорили, как, да, можно назвать это увидеть каждого и помочь. Это вот как люди все болеют. Ты же не можешь сказать, вы старая женщина, уже свое прожили, старый мужчина, давайте мы вас как бы так, а вот здесь. Так нельзя относиться. И также в бизнесе, да, то есть от того, что там закроется даже маленькое кафе, или маленькое торговое предприятие, или маленькое производство, которое хоть 3-5 человек держит, это уже большая потеря, потому что создать предприятие, где 3, даже 5 человек, маленькое кафе, это требовало огромного труда предпринимателей, рисков, кредитов, долгов, да, то есть там, бессонных ночей. И их просто так терять, для страны это большие потери. Каждое закрытое место рабочее, каждая закрытая компания, это огромный как бы, минус, я считаю. Да? То есть это серьезные потери, поэтому нам нельзя допускать этого. Давайте вернемся к разговору. Мы, когда в первый раз встречались, вы рассказывали очень коротко о 90-х. Там был и криминал, там были и перспективы, и какая-то вера в будущее светлая. Вот по поводу криминала расскажите вот любую историю, связанную с там, рэкетирами, там, с какими-то бандитскими переговорами, там, вот, что-то такое, что вы ярче всего вспоминаете из того периода. Да, ну, такие вещи ты стараешься не вспоминать, да, но это как бы... Но отпечаток накладывается. Да, ну, это вот одна из таких историй была, я проездом был через Свердловск, как раз у нас там в городе был один поставщик, тогда бартерная операция, как раз он задолжал нам поставку там, я уже не помню, каких-то вещей. Легально? Нет, это была сделка, да, это была сделка, мы ему что-то дали, он нам должен был поставить. Что-то он поставил, что-то он... И вот мы как раз с ним встретились, и он позвал в кафе, и я приехал к нему, а ему до этого позвонил, вот буду проездом, давай поговорим. Я приехал, а он позвал там пару ребят с собой, говорит, вот мои партнеры тоже поприсутствуют на переговорах. Ну, такие ребята достаточно... Братки. Ну, так, выглядели, да, очень, скажем, сурово, да, такие здоровые, крепкие ребята такие. Русские ребята такие, да. И там раз, и разговор зашел уже по понятиям, да. Они как бы его, сопартнеры оказались, в бизнесе, там еще что-то. Ну и вот такой, потом мы поехали дальше уже, даже, скажем так, по итогам в итоге переговоров у нас даже хорошие возникли взаимоотношения, что даже они сказали, нет, все должно быть исполнено, и мы наоборот будем вам еще что-то поставлять, и давайте делать бизнес, да, то есть такой. В этом плане, и потом даже вместе мы поехали, там, помылись в бане, там, где-то выпили, да, там, посидели, и я потом улетел утром. Потом я узнал, что это уралмашевские ребята были, то есть там бандиты. вообще, то есть, да, бандиты, такая ОПГ, да, то есть называется. А потом как-то я читал, уже через, может, какие-то годы, и вот как раз была история, что-то Уралмаш, каких-то в газетах истории, и как-то в самолете я читал, и там нашли какие-то захоронения в банях каких-то.
Там была какая-то история, я сейчас не могу вспомнить, но что-то там расследование, и там оказалось, что там были. Я надеюсь, что я не был в такой бане, конечно, но вот просто как бы из опыта. Но подумали, да? То есть Если бы подумал, переговоры что, да, зашли тогда плохо. да, всякое то, могло быть, да. черт его знает. Тогда же ты молод был, и этот. Ну, конечно, я так не говорю, что это был прямой, это просто уже мои следом мысли. А так вообще не возникала ситуация, когда к вам приходят такие братки с такими мордами и говорят, вот, Еркын, ставь нам $1 миллион, мы тебя крышуем. Не, что-то такое было, не совсем миллион, может быть, но приходили ребята, предлагали услуги. Обычно мы убеждали их, что не нужно этого делать, в смысле, что мы как бы сами с усами, и это... в принципе, Тогда было очень тяжело кого-то давайте убедить, дружить. что Ну, мы сами. да, но уже я был на таком, на исходе поймал, да, то есть это начало 90-х, наверное, середина 90-х, это чуть-чуть мои старшие братья, да, вот эти вот более старшее поколение, там уже чуть-чуть это были те времена, да, а мы были на исходе, оставалось еще это такое уже, то есть там, я думаю, уже очищалось общество, да, уже в Казахстане, во всяком случае, очищалось общество очень сильно, и, в принципе, мы поймали такие остатки вот таких романтических движений, да, там такого, это бригады какие-то, ну, были там какие-то, приходили, что-то предлагали, и обычно там мы, в принципе, после правильных разговоров обычно эта тема закрывалась. Наоборот, они хотели все время, они же такой около бизнеса, хотят что-то поставлять там или продавать. Ну, ты, в принципе, да. если эта сделка невыгодна, ты им говоришь, ребята, ну, мы так не делаем бизнес, да, спасибо, конечно, но это... Кстати, согласны с мыслью такой, что бандиты в 90-х, что были в малиновых пиджаках, сменили их на темно-синие и переехали на левый берег. Ну, это такая... Не-не, в Казахстане нет. Такого нет. Не-не-не, Казахстан — это страна... Здесь я могу сказать, что как раз мы не допустили слияния, ну, мафии, да, так скажем, да, там, с властью и там с бизнесом. То есть, если есть страны, где, да, это все зашло, прям, ну, они уже тяжело отличить кто что, то, скажем, в Казахстане этого не было. Не-не, здесь, слава богу, у нас правильные были команда, то есть и в силовых структурах работали люди, да, и они почистили в этом плане. То есть в этом плане такого не произошло. Хорошо, у нас... В том масштабе, в котором я видел это в ряде других. В России, например, да. Там в России было, в Украине это было, да, еще где-то. То есть такого не было в Казахстане. Ну, окей, нам удалось избежать вот там прихода бандитов во власть. Окей, удалось, но у нас есть до сих пор коррупция и кумовство. Но это было бы глупо отрицать. То есть и чиновники, в том числе своих родственников, могут на какие-то должности пропихивать. Ну и в целом коррупция у нас есть. Мы на одном из самых низких уровней международных рейтингов коррупции. Вот вы что думаете по поводу казахской коррупции? Есть ли вот именно модель казахской коррупции? Или это все-таки что-то общепринятое, скажем Нет, ну, так? коррупция — это, конечно, такая общепринятая, как вирус, да? Да. Вирус. Много видов гриппа, наверное, существует, но он все еще грипп, да? Коронавирусов, это целая семья коронавирусов, да? То есть там фактически коррупция — это некий коронавирус, да, в стране, который живет. Если у тебя слабый иммунитет общественный, если у тебя процедуры непрозрачные, если у тебя нету света, да, везде открытого, то, как вот говорят же, на солнце коронавирусы умирают, когда солнце, яркое солнце. Так и здесь. И наоборот, коронавирус живет там, где полуподвал, непроветримое помещение, да, то есть есть вероятность заболеть, вот, допустим, сейчас. Так и коррупция, то есть чем больше открыто общество, больше гласности, да, больше правила игры определенные, меньше регуляции. Это очень важный вопрос сейчас, период бизнеса, период кризиса. Допустим, убрать регуляцию бизнеса. Потому что чем больше регуляций, тем больше законов всяких разных, да, там, приказов, всяких ограничений для бизнеса, тем больше коррупция. То есть это фактически чиновники придумывают бизнес для себя, да, то есть принимая какой-либо приказ. Я вот недавно читал интервью, конечно, я удивился, как раз вот одна из таких светлых головец, умница там Лейла, что-то фамилию не могу вспомнить, вот руководитель медицинского бизнеса, да, и она написала, что вот в период вот сейчас пандемии, за 2 месяца карантина первого, Минздрав выпустил 400 новых разных приказов или чего-то там. Конечно, это вообще как-то очень, очень странно, да, то есть это... Приказов должно быть там, максимум 2, ну, условно. А там вообще один да, должен был да. выйти, как мобилизовываться всем в период, да, один такой глубокий, но по всем вот параметрам, да, то есть такой, как бы, да, этот работающий, а здесь какие-то, все это рожать, это же, ну, представьте, это еще в кризис. То есть поэтому вот коррупция, это, я бы не сказал, что у казахов есть какая-то спецказахская коррупция. Ну, это когда там твой енешка или там твой братишка говорит: слушай, Иркан,
Блин, устрой меня куда-нибудь там, в министерство, куда-нибудь там, в акимат, я поработаю. Ну, есть же такое все равно. Не, есть это же даже, по-моему, И это не скрывается особо. Да, не точно сказать, это даже вот известный КВНщик наш казахский, Турсумбек. Серьезно смеется, как у него есть такой, это очень смешной, это, да, как бы там, а ты что сидишь? Ну, я сейчас жду, я сейчас временно жду, Агашка позвонит там, да, на какой-то, не, я согласен, что такого рода, наверное, кумовство есть, если вы там пойдете в Россию, там, может быть, он не родственник, но он там земляк, да, там, допустим, там, если поедете еще где-нибудь, в той или иной Ну, форме. как бы мы не должны если к ты- России стремиться. Не, я говорю, если в той или иной форме ты разрешишь это быть, да, там, оно будет. Здесь же вопрос правила игры. Все очень просто, да, там найм должен быть прозрачен, там поставки должны быть на открытых тендерах, да, условия должны быть очень простые, но открытые, да, возможность участия, это все легко перепроверяется, это все должно быть в открытых пространствах, да, там люди, которые подают, да, тоже должна быть понятно, почему ты можешь стать начальником отдела, начальником департамента, да, там замминистра, да, на каком основании. То есть вот эти вещи очень должны быть максимально прозрачны, максимально открыты. Тогда вероятность коррупции, что договориться, вероятность того, что, конечно, мы хотим меритократии, мы хотим, чтобы управляли самые лучшие, да, чтобы... На конкурентной основе, Да, чтобы на каждый конкурентной приходил, основе, да, чтобы Да. это было настоящее, как в спорте. В спорте же ты же не можешь сказать, я вот племянник, да, я пойду Можно стану с Месси олимпийским... поиграю, Нет, да, да, на пойду подиуме. я олимпийским чемпионом стану, там, ну, не станешь. Да, 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 то да. есть ты можешь стать, если, конечно, у тебя и отец был, у тебя это значит генетически ты предрасположен, но ты должен также отработать как отец, да, Ты там, должен доказать, что доказать да. все, что ты можешь этого добиться. И спорт это вот такая справедливая вещь, да, там все секунды, метры, там во многих вещах это там тоже как бы коррупции не избежать какие-то виды, но в целом это очень честная метрика, поэтому люди любят спорт. Вот у вас бизнес, вы ведете свой бизнес и в Казахстане. Да. И по-любому хоть раз как-нибудь косвенно, но сталкивались с там, какими-то предложениями, какими-то мутными формулировками. Как вы себя ведете в этот момент, когда вы понимаете, что окей, платить деньги, не платить, что он имеет в виду? Ну, такие вот вопросы. Ну да, такие вопросы ты задаешь как бы такие острые, так скажу, да. В силу того, что мы как группа достаточно большая, да, у нас есть правила, да, работать по закону, как бы сложно не было, да, то есть выполнять все, ну, все регуляции закона. К сожалению, то есть, да, мы не стараемся, да, там, обходить закон. И если чем больше у тебя есть, и у нас есть внутренняя установка, мы работаем в разных странах, мы международная компания, мы уже давно поняли правила международных игры, где, скажем, вот, допустим, США преследуют свои же США компании за коррупцию в любой стране мира. Если они услышат, что какая-то американская компания где-то будет что-то делать, ну, поверьте, эту компанию ждут большие проблемы. То есть условно, То есть поэтому мы эти правила игры давно взяли. И мы уже отказались, мы сказали, ребята, ну, мы не разводим, мы будем работать честно. Да, это будет стоить сложно, да, мы потеряем какие-то возможности, или это у нас просто мы потратим больше времени, да, на решение каких-то вопросов, но в нашем плане, то есть у нас, то есть у тебя здесь посередине стоит сложно. Ты должен выбрать, в какой путь ты то двигаешься. есть под правилами игры вы имеете в виду, что если там, ну не дай бог, конечно, если завтра вдруг какой-то скандал с Кусто Групп прогремит, то от вас все международные партнеры отвернутся тут же. Ну, скажем так, это репутационный удар будет. Сейчас, на самом деле, главный капитал в мире становится твоя репутация. Не активы, не финансовые активы, не количество станков, да, или стоимость основных средств компании, а репутация компании. В бизнесе оно всегда было. Мы всегда знали, с кем иметь можно дело, с кем лучше не надо, кто себе слово держит, да, кому можно на слово верить, а кому нельзя. Да. Но сейчас это стало уже в силу прозрачности социальных сетей, да, ну, требования общества. То есть репутация тебя, она стала ключевым капиталом. Репутация компании. На самом деле репутация страны – это тоже капитал. Да, То есть конечно. тем лучше у страны репутация, тем ты как человек, делающий бизнес из этой страны, то к тебе вопросов нет. Ты Я создаешь привлекательность. когда приехали в Израиль делать бизнес, нас воспринимали, честно говоря, как сингапурскую компанию. И к нам вообще Тигры, не было вопросов. тигры, да, там То есть, приехали, да, да. не, ну вообще, сингапурцы, там, не знаю, там порядок, закон, все правильно. Сразу вопросов не возникло. Потом они узнали, мы как бы в основе казахи, да, то есть, ну это уже просто когда личное отношение. Так тебя воспринимают. То есть, видите, вот эта репутация страны Сингапура, она помогла нам работать в разных рынках. То есть это вот то, что я говорю, репутация страны. Это может быть основной капитал, да. То есть, ну, казахов это всегда было. Даже есть такая пословица, что имя отца помогает сыну следующие 40 лет, да. Еркан, мы знаем, что у вас есть много амбиций в сфере образования.
в том числе у вас есть проекты в Казахстане. Нынешняя ситуация в нашей системе образования говорит о том, что мы находимся в весьма, не буду говорить плачевном, но в печальном положении. И это показывает оценка ОСР, то есть экзамены ПИСА из года в год. Там, мы участвуем уже с 2009 года, мы, по-моему, участвуем в ПИСА. И с тех пор мы толком не улучшали свои показатели. Нам говорят, нам надо развивать равный доступ к знаниям. У нас не должны быть сверхдорогие школы и одновременно малокомплектные школы, где учатся в гораздо худших условиях. Вот вы как думаете, что надо сейчас делать с образованием, потому что во время кризиса только образование дает самый настоящий долгосрочный рост? Он вообще всегда дает, не только во время кризиса, просто в жизни. Образованные, умные, креативные люди могут решать проблемы. Хоть с коронавирусом, хоть там с любым другим вирусом, или экономическими проблемами, или банковскими проблемами. Это как бы все равно нужно быть умным, чтобы что-то делать, да, знающим, уметь создавать новые знания. Конечно, этот очень такой, я считаю, острый вопрос в Казахстане, очень такой больной, да, реально. То есть вот это ПИСА. У нас один год был хороший результат, когда там половина ниши, да, из ниши сделана. Это такая была, скажем, такая казахская хитрость, которую кто-то решил Ее сделать. спалили, да, кстати. да, и, кстати, да, она стала вообще, ну там чуть-чуть мы даже в какой-то степени было неудобно перед миром, да. Но это, как всегда, вот эти быстрые победы, показать, что ты там, у тебя все в порядке, вместо того, чтобы признать проблему и сказать, все, давайте ее решать. Считаю, в целом в мировом образовании есть проблемы сейчас, так как учили в 20 веке, все, надо заканчивать. Та система обучения, когда ты сидишь, у тебя учитель 30 человек, там, можно ответить, там, руку тянуть, да, там, и потом он тебе что-то рассказывает, ты это записываешь, потом что-то запомнил и как бы считает, что это учеба, ну, это все прошло. Объем знаний, который сейчас генерирует мир, он просто гигантский. Это будет бесконечный объем. И научить человека просто быть, то, что вот memorizing на английском, зубрить, помнить какие-то факты, это вообще бесполезно. То есть нужно научить ребенка думать, человека думать, креативить, мыслить, коммуницировать, быстро делать резечи, да, думать как ученый в хорошем смысле, да, находить факты, взаимоотношения где-то, и потом находить решения, быть креативным, уметь работать в хорошей команде людей. Да, вот даже ваше интервью — это большая командная работа, да, 3-4 человека, все. Это вот жизнь. Жизнь — это большая командная работа. Хоть семья, хоть бизнес, хоть малый бизнес, хоть ресторан — это большая работа. И люди должны уметь это делать. Люди должны уметь слышать друг друга, слушать друг друга, правильно влиять друг на друга, да, там, находить сообща решения. Это тоже же эмоциональный такой сложный вопрос. Да, там. Мы видим в спортах, есть крутые ребята индивидуально, но они из-за того, что плохо работают в команде, они не смогли себя показать. Да? А есть, наоборот, очень сильные и индивидуальные игроки, и очень сильные командные. Вот эти команды, их называют, да, Dream Team. Мы хотим людей как Dream Team, которые вот индивидуально сильные и при этом очень хорошо, идеально работают друг с другом. Это вот методология. Ту методологию, которая 20 века есть, она придумана в Германии исторически, потом доработана в Америке. Она сделана была для того, чтобы дети фермеров, тогда все фермеры были дети, ну как бы все жили в сельской местности, дети фермеров становились рабочими. И для них нужно было стандарты образования, научить писать, читать, там, руку поднимать, да, двигаться по команде, все это, там, читать инструкции. Но это время прошло, все уже, времена заводов, армии закончилось. Сейчас времена — это людей как бы индивидуального характера, сервисной экономики, да, креативных. И плюс дети изменились. Вот это все сейчас трактует на то, чтобы вот эти есть такие так называемые навыки 21 века. Это креативность, критическое мышление, хороший уровень коммуникаций, командная работа, вот этот collaboration, да, то есть вот, Soft skills. Да, вот эти soft skills, на базе которых ты можешь рождать новые знания. Ты можешь думать, ты можешь, да, смотреть на все и находить решения. Problem solving, да, там, making decisions. Это все должно быть в школьной системе заложено. Кстати, в нашей, скажем, вот если читать там стратегию Минобра до 2025 года, они это написали. Но не написано, как это делать. Можно пойти по пути, вот, улучшить старую систему. Да? Даже в старой системе провести реформы, чтобы догнать. Но в принципе можно скипнуть, сказать, окей, вот эта старая система, она все равно устарела. То есть, да, не то чтобы совсем, но постепенно ее перестроить в абсолютно новую систему. Отказаться от элементов тестирования. Это большая ошибка. Это вот нам продали эту идею. Там, и ЕНТ, и ставить оценки в школе, и СОРы, и Сочи. Это все неправильно. Это уже, ну, нельзя так судить человека одного, 1 на 1 с учителем. Да, вот ты двоечник или у тебя 5, да, это вообще глупо. В жизни это тебе не нужно, тебе никто оценки не ставит такие. Так вырастают только критики, да. Нужны как бы ребята, кто может созидать, кто может не бояться совершать ошибок. Если тебе каждый день ставят оценки, ты будешь бояться ошибок, потому что тебе будут двойки ставить. Чуть что двойка, чуть что неуд,
чуть что неправильно. Ошибка тоже опыт. Нет, ошибка — это ключ к тому, чтобы найти решение. Креативность — это путь многих ошибок. И он методом ошибок перебора находит правильное решение. И он должен не бояться, у него должен быть ментально смелый быть к ошибкам. То есть, ошибся, ничего, сразу переделаю сейчас, быстро это все, значит, надо было так сделать. И вот так он учится, вот так мозг ребенка учится, даже мозг взрослого человека вот так учится. Он сделал, подумал, проанализировал, рефлекснул, почитал, изучил, сделал новый резерч и сказал, нет, вот теперь сейчас я... То есть посоветовались, да, все обменялись мнениями и потом... Поэтому вот я думаю, что вот пришло время, вот то, что мы в своей школе High-Tech Academy делаем, проектный метод обучения, когда через реализацию проектов, через вот эти soft skills, которые нарабатываются, ребенок учит все остальное. И приходит его то, что называется academic excellence, да, знание о мире, понимание науки, понимание литературы, понимание театра, понимание эмоций, понимание музыки, да, там, спорта. Это все должно быть через такую, через другой подход. Я вот вижу в этом большую перспективу для Казахстана. Иначе мы сейчас пойдем опять по старой системе. Те ресурсы, которые я вижу, правительство готово выделить, там вот президент о них говорил, порядка 11 триллионов тенге до 2025 года. В основном это зарплата, там, здания, да. Это хорошо, учителя должны получать больше. Но это важно, но сейчас оно встало на второе. Это все равно хард. А нам нужен софт, да. Даже в мире сейчас там IT, харды все эти, да, семикондукторы или эти компьютеры, они отошли сейчас. Вся война идет именно с точки зрения там, искусственного интеллекта, вся война идет в области IT-решений, да, внутреннем, то есть то, что называется софт. И вот эти софты, которые мы хотим, вот методика, софт-скиллсы, я вот вижу как решение для страны. Достаточно за 5 лет при правильной подготовке учителей, при правильной методике, которую вот мы в школе отрабатываем, мы можем ею делиться, да, можно еще с мира притащить. То есть это можно очень, если так заточиться, это как бы в рамках, это нерешаемая задача. Всего лишь-то надо, получается, 6-10 тысяч учителей пройти через правильную систему обучения, помогать им каждый день, да, там, менторить их там, в течение года, 2-3. Сейчас должен быть этот принцип такой, учитель как коуч, как ментор, и он должен увидеть, что эти знания, которые ты получил, привели к тому, что ты что-то сделал. И тогда я пойму, все, ты их применяешь в жизни. Ты научился решать эту задачу не для того, чтобы там, оценку получить, а чтобы с помощью решения этой задачи ты мог создать там, стул, или там, мог изменить цепь в доме, да, или там, собрать свой радиоприемник. Я скажу, все, молодец, ты разбираешься сейчас в силе тока и там, да, там, в каких-то других законах. Потому что он бы, не зная этого, бы не смог. И я вот вижу, что в этой методике заложено очень много с точки зрения, во-первых, она интересна детям. Они бегут в школу с удовольствием, они занимаются реальными вещами. Они с удовольствием учат новое. Практис, нарабатывают да, практику, они нарабатывают практику. навыки. Они очень становятся близки друг к другу. У них хорошая дружба, хорошие отношения эмоциональные. У них близкие отношения с учителем появляются. И они больше не боятся всяких оценок. У них нет вот этих... Мы там, в тройке лидеров по суицидам. Это та свобода, о которой вы говорили. Да? Да. Надо дать детям свободу, потому что без этой свободы у них никогда не появится креативность. Эркан, если наблюдать за вами по медиаповестке, которая складывалась там последние года, понятно, что вы пережили очень много. Ну, ваша семья пережила очень многое. Были ли моменты, когда вы сами с собой оставались и думали, не, надо прекращать, надо отсюда валить, надо отсюда ехать, иначе дожмут, иначе останусь без ничего, и банально просто не чувствовали себя в безопасности? Ну, скажем так, конечно, на разных уровнях там, да, чувство безопасности, наверное, ты всегда взвешивал. Ну, я не знаю, я очень привязан в этом плане, как бы, да, то есть для меня это было бы сродни бегству. То есть, да, и как бы, то есть, признание, значит, то есть, бегство — это такой чисто акт трусости, да, какой-то. То есть, конечно, всегда можно сейчас уехать и жить в безопасной стране с качественным образованием, с качественным здравоохранением, без коррупции, да, там какой-нибудь Сингапур тот же, да, где я и жил, когда мы укрупнялись, да. Я сын этой земли, и мне нужно, как бы, жить здесь, то есть, мои дети должны пропитаться этим духом, этой культурой. И я сам являюсь сыном этой культуры, сыном этой степи, и поэтому все равно мы должны здесь все улучшать. Вот этот вирус что нам показал? Что уже нельзя убежать и лечиться в Германии или в Корее, делать операции, да? Или там поехать за границу учиться. Мы должны все делать у себя на родине. У нас должна быть хорошая система образования, школы, университеты на родине. Мы должны, вот, там, если по сельскому хозяйству и другим
вот сейчас там продовольственные могут быть кризисы, мы должны все производить у себя. Мы должны делать как бы продукцию. Надо жить своим трудом в стране и обществу, и каждому человеку жить своим трудом, да, не паразитировать на чужих достижениях или чужих возможностях, или да, там, чужих знаниях. Надо производить знания самому. Вот этот вирус, я думаю, это такой коронакризис, коронавремя, оно показало всем, что как важно это все делать у себя. Сейчас же болеют все, ты какой бы небожитель не был, ты сейчас будешь лежать в той же палате, где лежат все, да, болеющие сейчас, получать такое же лечение или его не получать. И твои дети сейчас находятся в таких же школах, да, или онлайн, или офлайн, неважно. То есть и в продукцию ты будешь есть все, что мы можем здесь производить, да, там, если завтра что-то. Это вот такой момент, где мы должны вот пересмотреть даже на личностном уровне, на общественном уровне, на семейном уровне привычки и сказать, нет, мы должны больше делать. И вот и бизнесмены, мы должны понимать, что то есть наша ответственность не заканчивается только выплатой налогов, да, или там благотворительностью, да, мы тоже должны помочь системе там, здравоохранения, медицины, там, образования стать лучше, да, говорить об этом, формировать повестку дня, да, там, привозить альтернативные решения, приносить, показывать, внедрять. Страна должна уметь сама делать многие вещи, там, вакцины, если надо производить лекарства. Понимаете, да? Еркын, последний вопрос, которым я очень люблю заканчивать интервью. Как стать как Еркын Татишев? Как стать успешным, богатым, образованным? Что нужно делать и какие навыки надо в себе прокачать? Многие не любят, богатый, может быть, говорить об этом, но на самом деле это большая удача тоже должна, да, то есть в правильной семье родиться, это тоже удача. Состоятельно, да, давайте так. То есть, да, и там, чтобы у тебя родители были думающие, умные, да, у меня отец врач, мать учитель, это, конечно, большая удача. То есть они меня воспитывали в любви, это большая удача, да, у меня там братья, сестры были большие, то есть, да, которые заботились о тебе. Это все понемножку есть как бы то, что от меня не зависело, это, да, то, что мне помогло, я этому очень рад. Стать кем-то невозможно, да, чтобы такого не было, то есть я не очень так это, потому что каждый индивидуальный, каждый должен найти свое собственное счастье, свое призвание, свой путь, да. Кто-то счастлив, делая это, кто-то счастлив это, кто-то выращивает там корма, кто-то выращивает бычков, кто-то там журналы создает. Он должен быть просто профессионалом своего дела. А для того, чтобы быть профессионалом, да, нужно, как бы здесь просто практиковать много, думать об этом, учиться этому и быть терпеливым. Тогда в один день ты станешь профессионалом того, чего ты любишь, найти свою страсть. Обычно, если у тебя есть страсть, у тебя есть силы найти это все. Потому что если ты не любишь то дело, чем занимаешься, очень сложно стать профессионалом, потому что ты это не любишь, и у тебя не тянет. Каждое утро просыпаться, да, тебе тяжело, ты заставляешь себя. А сила воли конечна. Ни у кого нет силы воли заставлять себя 10 лет. У каждого человека заложена вот эта вот божеская искра, найти свою дорогу. Да? Просто он должен пробовать, много пытаться, да, много читать, заниматься спортом, иметь активную жизненную позицию, да, искать все время. Чем больше он сделает попыток, я вот гарантирую, что что-то он найдет в жизни. Он обязательно найдет то, что он любит, чем он захочет заняться. Если он это будет регулярно делать, читая хорошие книжки, делая это по правилам каким-то, да, находя хороших учителей, хороших сенсеев, хороших менторов, тоже их надо искать, да, если ты хочешь каких-то изменений, тебе нужны люди, которые тебе помогут. А вокруг нас всегда много людей, да, то есть обычно все приходит через кого-то, знания придут через кого-то, богатство придет через кого-то, возможность придет через кого-то. Закрывшись в комнате, ничего к тебе не придет. Ты должен выйти в мир и как бы начать общаться, начать искать, Да, будет неприятно, да, тебя не везде будет сразу принимать, да, будет все, да, это процесс. Это как бы хороший такой процесс. Нужно много терпения. Если молодые люди, если ты молодым говоришь, да, то им нужно много терпения. Ничего не бывает быстро. Быстрых побед нет. Сразу забудьте об этом. Быстрые победы — это только кино, да, то есть, да и то в кино это все сжимают, там на самом деле не показывают, что он 10 лет к этому шел или 20 лет, да, если, там, или всю жизнь шел к этому, да. Существует тысячи хороших привычек, которые можно в себе вырабатывать каждодневным, да. Обязательно спорт. Я рекомендую обычно всегда боевые искусства, да, потому что они помогают ментально развиваться, то есть в них есть заложено большое искусство работы над собой внутри, да, то есть там ментально, в голове, в характер воспитывают хороший, то есть в этом плане. Навыки дают жизненные, да, там какие-то просто. Людей интересно встречаешь обычно. Для меня активная жизненная позиция, постоянный поиск, задавание вопроса, критический склад ума очень важен. На все смотреть с вопросом, да, не все принимать за веру. Не важно, что тебе говорит, хоть проповедник, хоть президент, или мама, или я буду сейчас говорить.
Не принимайте все за чистую монету, да? Задавайте вопросы, думайте об этом, смотрите на это с критическим взглядом, ищите свои решения. В молодости у нас у Адидаса был такой неплохой слоган рекламный: кто ищет, тот найдет. Дорогие друзья, с нами был один из самых успешных бизнесменов Казахстана Еркин Татишев. В нашей рубрике Forbes Q&A. С вами был Батырхан Тугайбаев. Всего хорошего. До свидания.